Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались сегодняшний шум. Пятница, вечер. Ну, чем еще заняться? Конечно, обсудить то, что с нами происходит со всеми и в режиме прямого эфира. Это «Шум», проект для вас, друзья, для того, чтобы вы высказались в комментариях. Начинаем. Много информации, много всего, но традиции никто не изменял. Спасибо всем большое, что подписываетесь. Не забывайте, пожалуйста, про лайки и, конечно, быть активными в обсуждении всего этого кошмара, который обрушился на страну, на мир, вообще там на регионы целые. Обо всем сегодня поговорим. Единственное, что очень и очень нужно, да, вот сейчас сохранять предельную трезвость и вот трезвый взгляд. Нас выводят на эмоции, вытаскивают самое, что ни на есть такое потайное, да, вот какие-то абсолютно нездоровые реакции. Но давайте все-таки самообладание сохранять, потому что, кажется, пользуются этим отсутствием самообладания, причем самые что ни на есть, ух, там, вершители судеб человеческих. Ну, это такое маленькое вступление, на самом деле все традиционно. Вопросы принимаются в предложку на электронную почту и, конечно же, в чате трансляции с чатом будем общаться. Голосуйте на моем сегодняшнем опросе, он звучит следующим образом. Он касается черной зимы. К чему она приведет? Варианты: еще большей катастрофе, к похабному миру, ни на что не повлияет, просто людей жаль, да и все. Ну или придет черная весна, да, то есть будет черная зима, потом черная весна, потом лето, сейчас попрет фронт. Сегодня Белоусову, министру обороны Российской Федерации, отчитывались по направлению Запад, ну это их российское направление, так там Купянск полностью контролируется, и попытки зайти в районы, выбить из районов, ну как бы не увенчались успехом. Об этом тоже поговорим сегодня. Друзья, очень благодарен всем за то, что играете в игру в города. Это потрясающая игра. Давайте немножко уделим этому время. Москва шумит, Хельсинки шумит, Республика Коми, Печора, Ялта, город счастья шумит тоже, Вышгород шумим, Оренбург, спасибо большое. Кто-то пишет: похудел. Да, если бы нет. Харьков шумит, Оренбург шумит, Питер, шум, Прага, чай пьет и шум с нетерпением ждет. Спасибо большое, что ждете, что дожидаетесь. Ну, на самом деле, много информации, много всего, и вы знаете, очень, конечно, все тревожно выглядит, несмотря на весь какой-то Бахмут на связи. Ничего себе, прямо из Бахмута вы, или вы просто сами из Бахмута находитесь в другом месте, тоже приятно. Если слышите какой-то населенный пункт, который вам понравился, поставьте, пожалуйста, лайк, и если в записи смотрите, напишите в комментариях, ну, не в чате, а в комментариях. Сейчас я с чатом играю в игру в города, а в комментариях тоже можно поиграть друг с другом. Так вот, с нами Череповегас шумит, привет из Бордо, Таллин, Ринткельн, Германия, шумим, Сан-Ремо, Италия, Нидерланды, Самара тут, Сочи здесь, Портленд, Шебекино, Белгородская область, Киев, город-герой шумит, привет, привет, из Литвы, значит, Алматы в шуме, Лейпциг, Гродно, Юль Тимошевск шутит пользователи. Слушайте, ну мы так дойдем до этого, что будет Юль Тимошевск. Значит, Эмсдеттен, Якутск, Геничинск, Ставрополь, Севастополь с нами. Рязань приветствует, опасная зона. Да, Череповцы, привет. Тула, Москва, Житомир, Чернигов, Литва, Краснодар шумит и Ташкент с вами. Спасибо большое всем из Германии, Бавария, да, на связи. Мытищи тоже. Луганск, Бремен, Калиш, Польша, Финляндия, Оулу, Лукьяновка шумит. И это здорово. Спасибо, друзья, что ставите лайки. Привет, да, в Мариуполь большой тоже, и Чернигов, и Орел, Лондон, Мюнхен на связи, Афины, Пинск, холодно, минус 20. Ох, это холодно. Сегодня тоже поговорим мы об этом. Холодно и как с этим бороться, понимаете? Холодно вам? Так вам в Киеве такси разрешат в комендантский час вызвать. Как, зачем? Чтоб довез до пункта несокрушимости. В общем, потрясающее решение, умопомрачительные вещи, а главное, есть определенные сигналы, да, куда все идет. И, ну, как бы, я бы сказал, катится, но пока идет. Начнем наш сегодняшний шум с, ясно, солнышка нашего, с Зеленского. Вот буквально вот там около получаса назад, минут 40 назад, выходит он с обращением своим традиционным. Бажаю здоров'я. Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші партнери, президент Чехії в Україні. У нас доволі значна співпраця, зокрема по зброї. Будемо продовжувати чеську ініціативу щодо артилерії, яка нас підтримує. Спільне виробництво.
То есть та чешская инициатива, вы помните, снаряды, вот эти снаряды, которая все провалилось. Все провалилось, и как с белых яблонь дым. Нет, ну понятно, что кто-то нажился, но Петр Павел сегодня приехал продолжать по снарядам. Передусім це стосується дронів. Важливо, що Чехія з нами і у політичних питаннях. Говорив Да, Чехия, конечно, в политических вопросах, там, где флаги срывают, там, где поменялась власть, там, где, извините, как бы, да, Петр Павел, конечно, молодец, но там у власти уже другие люди, которые, как бы, не хотят поддерживать Украину. Но Петр Павел, он же еще из тех, натовский, как бы, он четко сказал, да, вот у нас последний шанс, есть один шанс на контратаку, в свое время говорил Павел. Ну все, этот шанс профукан, дальше все понятно. з міністром Британії, він в Україні. Постійно ми на зв'язку з Кіром, прем'єр-міністром, всіма нашими партнерами. Британія один із найбільших наших друзів. І так Да, конечно, Британия, Лемми приехал, зам Кира. Кир это не в том смысле, что все подумали, да, судя по этому стоп-кадру, а Кир это Кир Стармер, да, это наши друзья. буде і надалі. Латвія. Була зустріч зі спікеркою парламента. Усі наші балтійські друзі серед лідерів політичної підтримки України. Дуже дякую. Ми готуємось до наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними, були правильними. Потрібен чіткий зміст. Зміст зустрічі і зміст документів. То есть, смотрите, а к кому он это обращается? То есть, вообще, конечно, что-то, видимо, поплыл Зеленский, это видно по нему, как-то он как-то подсдал, даже кадр не выставил себе, в общем, как-то это все с наскока. Ну, понятно, сегодня большие встречи были. Ну, в смысле, подождите, нужен четкое содержание. Так а куда четче? Вроде ж 20 пунктов согласовали. Вроде бы как, Америка с нами. Ну, помните вот это после Парижа, когда после Парижа все уже как бы Америку к себе притянули, сказали, ух, Америка. А тут, подождите, нужен четкое содержание, четкий зміст. Зараз точно не час для гучних і пустих розмов. Поэтому мы говорим что-нибудь. То есть вот это вот с Лемми, с Петром Павелом, с Латвии приехала представитель. Это пустые, получается, разговоры. То есть я не могу понять адресата, кому. Не время пустых разговоров, нужен смысл. Для формальних зустрічей треба, щоб були результати для реальних людей, для українців, для всіх європейців, для американців. Мир. Для реальных людей, для украинцев, для всех. А кто такие реальные люди? Отличное перечисление. А реальные люди это кто? Я, кажется, догадываюсь. Однаково потрібен усім. Справжня безпека потрібна усім. Нормальний економічний розвиток теж потрібен для всіх. І все це має бути відображено в відповідних документах, які ми готуємо. Зокрема, з американською стороною. Сьогодні я провів нараду з урядовцями та командою Офісу. Зараз на шляху в Сполучені Штати Америки наші представники Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Вот это, кстати, очень интересно. Видите, как поменялась переговорная группа? Арахамия, который был в Стамбуле, чья подпись была на первом Стамбуле, как парафирование, согласование документа. Арахамия, Буданов, Умеров. Ой, как интересно. И они сейчас отправляются в Майами. Зустрічі з американськими колегами ми очікуємо найближчим часом. Прем'єр-міністр України та віце-прем'єр доповідали сьогодні по енергетиці, по надзвичайній ситуації в різних наших містах, громадах через російські удари та жорстку погоду. По всій країні задіяно максимум ресурсів. Буквально десятки тисяч людей зараз працюють в ремонтних бригадах, в комунальних службах, в енергетичних компаніях. І треба, щоб і надалі була така спільна робота на всіх рівнях влади. І між владою та бізнесом, усіх інституцій, усіх служб. Я хочу подякувати всім керівникам громад, які... За что? Ну, вот, понимаете, еще раз, то есть, опять я как бы преамбулу, да, помните сегодняшнего шума. Давайте вот трезво смотреть на вещи. Мороз угадать нельзя было? Ну, зима приходит всегда внезапно, правда? То есть все не понимали, что будет мороз. Или только синоптики в России работают, чтобы понимать, когда отключать и бить по энергетике. Хорошо, защита. Сегодня Шмыгаль приходил в парламент, говорит, так а мы защищаем, смотрите, у нас вон бетонные блоки, все, гляньте, как хорошо. Ну да, там, ну нет ни одной станции, которая не повреждена, которая не пострадала от ударов. То есть, опять, логика в чем? Спасибо за эту... То есть он пытается вот эту беду, как бы этой бедой замазать всех. Всех.
кроме тех людей, которые наверху, которые как бы принимают решения, наверное, должны думать наперед, предугадать, что будет тяжелая зима, что будут выносить энергетику, не допустить этого, сделать какой-то дипломатический, военно-политический маневр и как бы договориться, да, чтобы по судам не били, чтобы... Что? Ну, то есть логика в чем? Мороз и Россия, но мы вместе. Вот это, кстати, такая вот история, она сейчас вот прослеживается и вброшена как кость всем вот этим, там дальше я покажу сегодня в шуме, там вот эти, это прям нарратив, мол, не сдадимся. Дійсно ефективні, дійсно зі своїми людьми та допомагають. Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємось прискорювати. Важливо, щоб партнери нас чули. Если перевести, то никто ничего не дает. Он сегодня выдал с Петром Павелом, что нет вообще ПВО. То есть, подождите, так вы все сбили. А чем сбили? Банками с огурцами? Ну, не было же вот еще ПВО совсем недавно. Но сегодня пошел какой-то мощный пакет ПВО. А сколько, когда его отстреляют, непонятно. Сегодня очередной массированный удар. Пишут разные мониторинговые каналы о том, что Орешник заряжен. Он вчера мог полететь, вот он сегодня, скорее всего, полетит, потому что удар будет комбинированный, и к Орешнику, ну, не одним Орешником, то есть будут массированный удар по Украине, и еще и Орешник засадят третью часть. Там уже будет не смешно. Если, например, второй Орешник как-то все, видите, как бы проглотили, да, вроде как, то тут придется раскусывать и как бы зубы не сломать, потому что это уже будет тенденция. Это означает, что будут бить таким оружием по тем точкам, которые они выберут, которые ничем не сбить. Вот вам и вопрос ПВО. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України, але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч з вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки. Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість пунктів незламності. Уряд працює з енергокомпаніями і з партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів. Але ключове, щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються, і саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Ми маємо це змінити. Я дякую всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто в бою, на позиціях, на чергуванні, на постах. Україна тримається на вашій ефективності. Да, Украина держится, все хорошо. Смотрите, без давления на Россию нельзя. Но сейчас-то оказывается давление на Украину. Сейчас-то давит массированным вот этим морозом, ударами, раздолбайством, сумасшедшая мобилизация, которая повыбивала мужиков. Непонятно вообще, скажем так, эти десятки тысяч бригад, понимаете, это как тонким слоем намазано по всей стране, с авариями, с морозами. Причем, если раньше было как энергетики, а сейчас вообще в принципе коммунальщики. Сейчас некому прийти в киевский подъезд из ЖЭКа, чтобы перекрыть какой-то вентиль, где-то там, ну, чтобы не текла хотя бы вода, порванная труба из-за морозов. Некому это сделать, не хватает. Монтеров меньше, чем домов. Ну, так всегда было, но катастрофически меньше. Но Зеленский говорит, надо давить на Россию. Сейчас все давит на Украину. Но мы тримаемся, мы вместе. Понимаете, в чем дело? Эта вот бравада, она ни на чем не основана. ПВО не хватает, и он фактически это признал. Денег нет, ПУРЛ не наполняется. В Европа уже говорит, давайте будем с Путиным разговаривать, как бы выходить на переговоры, потому что дела не будет. Американцы заняты вообще другим, да, они, конечно, любезно примут с конкретикой по содержанию Буданова, Умерова и Арахами в Майами завтра. Ну а что будет после этой встречи? Вот это самый главный вопрос. Некоторые уже вообще говорят, аналитики, что все уже решено. Сейчас они будут подписывать этот похабный мир, будут выставлять это как определенную победу. Без уступок не обойдутся. Ну, ровно вот это гости, которые приезжают в последнее время, вот об этом и говорят. Петр Павел четко, он же друг Украины, он снаряды поставляет. Говорит, без уступок не будет. Грэм выходит и говорит... Ну, не уйдут российские солдаты. Не уйдут.
Да, не уйдут. Но, тем не менее, Украина вперед. Грэм, который вот качал Иран, ну и не раскачал, не получилось ничего. Который вот это вот присосался к Трампу, в самолете с ним ездит, комментарии раздает, который вот почуял, что вот сейчас можно. Можно? Да нельзя. Грэм, ситуативная история. Его выпускают, когда нужно, и потом под лавку назад. И тот признает, что не будет дела. То есть, судя по всему, последние как бы варианты капитуляции будут сегодня, скажем так, рассмотрены, предложены, утрамбованы и упакованы. Нужна, видите, еще одна встреча. Ведь, по идее, после вот этой майамской встречи завтра, на следующей неделе должен быть Кушнер и Уитков в Москве. Эту встречу тоже ждут. Они тоже должны как-то чего-то финализировать. И вот тогда мы выйдем на финишную прямую. Тяжелую, очень тяжелую и с очень большим количеством информационных поводов, вбросов, скандалов, каких-то, не знаю, неимоверных вещей, которые будут происходить. Ну, давайте о Зеленском, чтобы так закончил. Мне вообще показалось, сегодня приезжал зам Кира Стармера, ну, такой темненький зам премьер-министра, его там Залужный встречал, ой, как обнимал, в телеграм-канале ставил фоточку, да прям как светился, как ясное солнышко. Залужный приехал в Киев, встретил Стармера с паровоза. Понимаете, в чем дело? Такое ощущение, что Зеленский вот начал какую-то прощальную кампанию. Я сейчас объясню, почему. Значит, у него появилась новая мода. Он теперь публикует кадры встречи. Это и с Петром Павелом, и с Лемми. Публикует и начитывает текст на английском. И как бы вот всем благодарит. Это как, вот знаете, как со сцены уходит звезда и не может распрощаться. We are friends, and we are very thankful that we have such supporters of all our nation from all your people. Thank you so much. То есть спасибо вам большое, спасибо за поддержку, очень вам спасибо. Показывают этот стол, показывают этих всех присутствующих. Вон светится, сидит никак с вокзала, не отсиял Залужный. Today's your decision about energy package is very important. Сегодня ваше решение очень важное по энергетическому пакету. Смотрите, Сибига, смотрите, там Кислица тут. Thank you so much. Shortly, my team briefed me. Any support is support. Любая поддержка, это большая поддержка. Я так помню, знаете, это как вот, так на донаты собирали, или, например, там, ну, циничный пример, ну, вот когда там в семье кто-то умер, и там люди как бы помогают деньгами, да, скидываются, ну, там, на поминки, на и эта фраза, она же «любая поддержка», это важная поддержка. Я просто контекст напомню. Британия, 100-летний договор. В смысле? Любая а в договоре что? Мы же сегодня 16 число, там уже множественное гражданство, и, в принципе, можно легко получить отдельным странам прямо сейчас вот эти паспорта, и, соответственно, владеть землей, юридические компании начинают владеть. Так у нас же, подождите, спасибо. Big support. Thank you that on the way of these difficult years of this war, United Kingdom together with us and from. То есть, смотрите, он там что-то рассказывает, но у него какой-то не такой возвышенный какой-то тон. Он что-то там прям на пальцах объясняет, своих пухлых, темненьких пальцах, прям вот напротив. То есть эти даже в шоке, которые с ним приехали. Me especially, best regards to His Majesty, please. И передавайте Его Величество эти приветы, да, приветы. Ну так это, понимаете, какая-то подмандатная вообще история. Судя по этому тексту, который выписан, судя по этой мелодии прощальной, судя по... Ну, это какая-то вот прям, не знаю, отдаленная, почти добитая колония, вот это вот как бы отдает честь и приветы передает Его Величеству. Вот так это выглядит, но это сейчас какой-то новый жанр, потому что с Петром Павлом тоже такое было. Вот, вы приехали, спасибо вам большое, наши снаряды, наши дроны. Но сегодняшняя встреча с Петром Павлом, она была какая-то вот особо интересная. Попрошу внимательно посмотреть. Абсолютная история. Абсолютно понятно. Начало утра, да, вот они шуруют, в общем, как бы почтить память защитников и защитниц Украины. Я не понял, что с лицом у Зеленского в этот момент. Ну, он как-то он особо отрешен. Ну, прям чувствуется, прям это видно.
Интересно, о чем Петр Павел думал в этот момент. Наверное, чтобы выйти и сказать, уступки неизбежны. Правда, что уступить не сказал, но на брифинге это была ключевая его мысль, и именно с этим он приехал. Уступать придется, Зеленский. Ну и нечто похожее, это в плане того, чтобы показать их офисно-зеленскую моду. С Кристалиной такая же история. Смотрите, до боли он прощается прям с Кристалиной. Все думают, что они здороваются, радуются. Нет. Смотрите, он как ее, как, не знаю, как мать родную. Смотрите. Ну, смотрите, прям вообще, прям вот это вот. Смотрите, прям такой широкая Кристалина, не очень широкий Зеленский. Обхват такой прям. Смеются, там чуть ли слезы на глазах. Ой, поцелуются. Спасибо, что приехала, Кристалина. Спасибо. Это очень важно. То, что ты, Кристалина, приехала. Спасибо за слова поддержки. Буданов тут что-то записывает. Буданов уже освоился. Смотрите, он уже так нормально, все там хорошо. Правда, форму не снимает. Это тоже, кстати, о многом говорит. То есть костюмчик он надел только, ну, наверное, в Майами поедет в костюмчике, а так форму не снимает. Смотрите, это прям сигнал для всех. То есть ГУР никуда не делся. Он понимает, что его как бы нейтрализовали, но бразды правления ГУРом и ну, как бы своими, да, у него все еще есть, поэтому он в этой форме. Да и может у него и задачи такой нет быть вот этим полноправным гражданским человеком. Спасибо, что там нас атаковали, там, да, ну, добро пожаловать. Welcome, добро пожаловать. А она берет и выдает... Ну, уже какую-то такую протухшую историю 22-го где-то года. Admire the strength of the Ukrainian people, and it is an honor to be... То есть для МВФ честь быть институцией для МВФ, которая может поддержать Украину, и они вообще просто в шоке с украинского народа, который так долго терпит. An institution that can offer you a helping hand. Ну, вот так, понимаете? Вот, это протокольное видео. Понятно, что за кулисами. Да налоги повышай, Зеленский. Налоги повышай, меморандумы исполняй, давай, поехали. А тут прошлое там как-то не исполняешь. Мы, если что, Украина, в дефолте. То есть мы не отдаем уже те проценты, которые должны отдавать по графику. Это очень важно. Но а какая риторика? Так они прощаются. Они не работают с Зеленским, они прощаются. О, да, это они итоги подводят. Да, все, до свидания. Мы там, спасибо, что приехала. Ой, спасибо. Ой, обнялись. Все, так хорошо поработали с тобой, Зеленский. Эта риторика, она вообще какая-то неуместная. Тут, пожалуйста, нарисовалась вот эта вот чудесная женщина. Это экс-премьер Финляндии Санна Марин, ну, до Стуба. Значит, видит только один вариант завершения войны. Мы должны сделать так, чтобы Украина победила и вернула все свои территории, включая Крым. Ну, она экс, но, видимо, она как бы от поезда немножко осталась, но тем не менее. Нет, ну, мы, конечно, Украина готова победить, и Крым, и все остальное. Вот генпрокурор Кравченко сегодня назначил нового как бы руководителя прокуратуры Крыма, да. Значит, Нариман Сулейманов теперь. Крым и Севастополь. Указ от 14 числа сегодня опубликовано. Значит, 5 лет будет у нас Нариман Сулейманов прокурором Крыма. Но это точно приближает же к освобождению Крыма. То есть права вот эта экс из Финляндии. Я думаю, точно права. Что в мире, да, вот все посмотрели на Кристалину, посмотрели на Лэйми, что он приехал, как-то он там жестикулировал непонятно, что-то объяснял, какие-то ЦУ давал. Великобритания выступает против прямых переговоров с Россией. В последнее время к этому призывают в Европе. Лондон отклоняет инициативу Мелонии и Макрона о возобновлении прямого разговора с Путиным. Об этом прямо вышло, и глава МИД Британии Ивет Купер заявила: нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира. И на данный момент я этого не вижу. Она отмечает, что в центре дипломатии Украина, США, Европа. А Москва, типа, не готова ничего обсуждать. Ну и говорит, надо давить на Россию в виде санкций, военной поддержки Украины. То есть, вот эти все речи, которые мы слышим от Зеленского, это ЦУ. То
То есть опять мир, уже Европу прогнули. Сегодня Трамп публикует, опять вспоминает, да, вот эти разговоры про лекарства с Макроном, опять его унижает. Ну, то есть Америка давит на Европу. Америка понимает, что Европа это главный, ну, скажем так, главная перепона. Хоть там, понятно, говорит Трамп, Зеленский главная перепона, и Европа сыпется. Европа уже там готова отправить Драги, готова отправить кого угодно, всех туда, как бы в Москву, к Путину, чтобы договориться. Но Британия против. И вы смотрите, слово в слово. Вот то, что говорит Стармер, Лемми. Ну, Стармер, понятно, он фигура политическая, он должен как бы держать лицо типа глава, правительства и так далее. Но вот эти вот подданные его величества, все остальные, и Стармера тоже, они говорят слово в слово. Он нам в обращении третий день подряд эту формулу говорит. Это установка из Британии, прям чистейшей воды. Как заканчивать войну? Политико сегодня опубликовала интересный материал, говорит, вступление Украины споткнулось об идею второсортного членства. В Брюсселе ожидают новый формат расширения ЕС, который позволил бы принимать новые страны, но не предоставлять им полного набора прав. Право голоса по ключевым вопросам. То есть выберут какие-то вопросы, и там право голоса. Ты новая страна, ну вот побудешь в ЕС 5 лет, если не выгоним, мы тебя там покачаем, прокачаем, выкачаем из тебя все. Ну тогда голос и получишь. Добьешься реформ, там всего на свете, а так да, так ты в ЕС. Значит, такой подход рассматривается как способ ускорить расширение и одновременно снизить опасения сегодняшних членов ЕС, потому что они говорят, подожди, мы тут в этом ЕС налоги платим, ты сейчас принимаешь, это ж убытки, надо же всех подтягивать по уровню жизни и вообще. Говорят, не надо подтягивать, они члены, ну они такие получлены ЕС. Значит, новые страны могли бы стать членами, участвовать в программах, получать доступ к рынку, но право что-то блокировать, что хорошие страны ЕС, например, там санкции, внешняя политика, нельзя. Политико пишут, что сейчас именно угрозы вето со стороны Венгрии и Словакии вот регулярно тормозят. Ну уж бы мы развернулись, европейцы, но венгры, словаки, там Фица, этот Орбан, тормозят. Надо сделать так, чтобы не тормозили. Причем интересно, что Албания и Грузия, в принципе, готовы. Ну, Грузия до сих пор, она в этом фарватере остается, программа. Ну, говорит, типа, нам все равно, давайте, ну, пожалуйста. Все равно уже Грузия развернулась оттуда. Ну, албанцы говорят, да, пожалуйста. А вот Украина и Зеленский неоднократно говорил, что должно быть полноценное членство. Что значит? Что значит полу-ЕС? Что значит полу-НАТО? Ну, НАТО уже отбрили. Сейчас они как бы выкручивают какие-то гарантии, типа как НАТО. Вот за этим едет Буданов и Умеров в Америку. А вот как это полу-ЕС? Тем более, что Financial Times вслед за Политико сегодня пишет другое, что украинцам сирым и убогим продадут похабный мир, позор, поражение, горечь и тяжесть утрат под соусом членства в ЕС. Какого? Да вот такого. Недочленства в недо-ЕС. И тогда все должны все, победили, сдобулы, ну, территории, ничего страшного, вернуться, пускай там что-то произойдет, Россия развалится, что-то еще будет как-то, но не зря, мол, воевали. Поиск этого не зря, мол, воевали. Вот сейчас что в глазах Зеленского. Прощающегося какого-то Зеленского. Ну, судя по тону и судя по тому вообще, какая атмосфера там царит. Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Представляете? Значит, ему задали вопрос. Переговоры, да? А он говорит, у Украины инициатива в переговорах. Не мы срываем все к чертовой бабушке, а Украина. Она фарватер. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Конечно, хорошо работали. Кто хорошо работает, кто хорошо кушает, тот хорошо работает. Хороший помощник для папы Карла. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Ай, как мы хорошо работаем, но в некоторых вопросах мы не на одной стороне. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. Да ладно. А какая у нас держава наша? Британия. І ультиматум, на мій погляд, не працююча модель в демократичних відносинах між країнами. Не работают ультиматумы. Нет, мы же демократические страны.
Ультиматумы не, ультиматумы не работают. Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два, три, або після того, як не буде або закінчиться термін президента Трампа. Гарантії безпеки повинні бути діючі. Смотрите, об окончании срока президента Трампа он, по-моему, говорит, как бы первый. То есть, смотрите, нам нужны такие гарантии, вот ты, Трамп, уйдешь, чтобы война не началась. Они уже мысленно с ним попрощались, импичмент, переворот, еще что-то. Он уже тут у них у всех сидит, у этих британцев, у тех, чью страну Зеленский называет наша. Гарантії безпеки повинні, щоб була віра передусім українського народу, а не будь-якого лідера світу. Украинского народа должна быть вера. Равин Днепропетровский говорил 15 числа, до 15-го все закончится. Сегодня 16-го, не закончилось, значит, плохо верили. Просто людей, які вірять, і які наші люди, які розбираються в гарантіях безпеки через цю війну набагато краще, ніж більшість міністрів оборони світу. Вы поняли? Наши люди, они разбираются лучше, чем большинство министров обороны мира. Хексит этот ваш министр войны, вот это все. Мы не на одной стороне с американцами сейчас. Нет, у нас люди, они вот понимают, они знают, что куда летит. Просто звичайні люди, тому що вони вже розбираються, які ракети, звук якого шахеда, що відбувається, від чого і коли треба ховатись, чого не вистачає, як жити без електрики, вибачте. Неизвиним. Что значит выбачьте? Неизвиним, не простим. І тому тут абсолютно досвідчений, на жаль, через війну досвідчений народ, який хоче знати чіткі гарантії безпеки і вірити в них. Мені здається, що це номер один. Друга історія – закінчення війни – це те, що нам дуже потрібно. Ми цього дуже хочемо. Что так глазки забегали? Подожди, я не понял. И глазки такие бегают у него, бегают. Але закінчення війни – це перший крок. То есть все, что сказано до «но», то собачье, вы поняли. Но окончание войны – это только первый шаг. А далі буде відновлення. А далі у нас мільйонна армія, нам потрібні гроші. Подожди, закончили войну. Так смотри, у нас миллионная армия. Нам нужны деньги, вообще-то. В смысле, давайте закончим войну. А деньги? На відновлення армії нам потрібні гроші для того, щоб у нас ця армія залишилась, щоб у нас було 800 тисяч. Це не просто слова. Це Так в меморандуме 700 с Макроном. Уже 800. Угу. конкретні гроші, конкретний об'єм на конкретні роки. І в бюджеті таких грошей у України не буде, тому що Україна буде відновлюватись. І якщо не буде чітких фондів для відновлення, то Україна буде на відновлення все брати зі свого бюджету, а значить тоді прийдеться обирати велика сильна армія або швидке відновлення. То есть это же надо выбирать. Или армия, или восстановление. Россия предлагает демилитаризацию. То есть восстанавливайтесь, давайте только армию там, такую адекватную времени и договоренностям. Понимаете, какая-то ловушка? Говорит, или армия, или восстановление. Короче, они сейчас закончат войну, сохранят эту армию под каким-либо соусом, придумают что-то там, как-то, может или купят позицию россиян, или как-то, в общем, обхитрят. Это было неоднократно, они там что-то придумают. И скажут, так у нас война, смотри. Нет у нас пушек и масла не будет. Будут или пушки, или масло. Это он сейчас так говорит, выторговывает что? Деньги. От кого? От американцев, которые говорят, денег не будет, ми не дадим деньги. Україна заслуговує на те, щоб вона відновлювалась швидко, на це потрібні фандингс. І так само зберегти найголовнішу гарантію безпеки нашу армію. Ось і все. Це, мені здається, стратегічно важливі речі. І в цілому зрозуміло, що Сполучені Штати Америки хочуть завтра закінчити війну, а ми хочемо зробити це вже сьогодні. Они хотят завтра, а сегодня. Это как-то деньги утром, деньги вечером стулья, понимаете? Завтра, а сегодня. Ми зацікавлені обидві сторони зробити це швидше. І розуміємо, що відтермінування, підписання і закінчення війни йдеться з боку Росії. Конечно, Россия. Дуже простий приклад. Да. Самий простий.
в кінці минулого року, наприкінці минулого року, були домовленості щодо обміну наших людей. Обмен должен был быть. Військовополонених. 1000 людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Да ни в чем. 1000 нет у нас этих военнопленных. Ну, Россия не собрала эту 1000, не дала, не захотела. От нас же там сколько обычно идет? 1000 на 1000 давно не было. Хто тримає українців в полоні? Ми? Росія. Чому вони не міняють? Ну, є у Сполучених Штатів Америки відповідь на це питання. А они при чем? Ну вот при чем они? Это же, понимаете, это как какой-то, ну это какой-то, не знаю, какой-то базар, понимаете, такой нездоровый. В смысле, а при чем тут они? Америка, почему Россия не меняет пленных? Ну так договаривайтесь, кто похерил Стамбул? Стамбул, который возобновился в прошлом году, весной, дотянул до августа месяца. Там же у вас были прописаны следующие шаги. Это создание группы политической, военной, гуманитарной. Вот они бы и решали эти вопросы. Ні, тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного трека. Давайте поміняємо 1000 людей. Відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500. Відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх. Це частина 20 пунктів. Відтерміновується. 20 пунктов. Это часть 20 пунктов. Он уже говорит, что это типа Россия подписывалась под 20 пунктами. Обмен всех на всех. Но это же ложь. Это забалтывание. Нет 20 пунктов. Они есть только у Зеленского. В голове, в риторике. Это же часть 20 пунктов. Как? Почему вы не хотите менять? Вот, все на все. Так хто відтерміновує? Хто не... По-моему, понятно, кто, скажем так, тормозит все. И это торможение, да, оно начинает раздражать. Сначала Трамп говорит, что у Зеленского только один козырь — это я. Потом говорит, что главная препона — это Зеленский. Ну и отсюда там американские товарищи, да, бывшие военные, ну, приходят к таким печальным выводам. Что сделает Владимир Путин? Интересная вещь в том, он в свое время пообещал, уже давно, что он не будет убивать Зеленского и его кабинет. Сказал, мы этого делать не будем. И в результате украинское правительство действует безнаказанно. Представьте, каково это. Иностранные лидеры приезжают с визитами во время войны и гуляют себе. Будь настоящая война, поезда бы не ходили, а все, кто приехал, просто погибли бы. А на Украине все открыто, все просто с визитами, визитами, визитами. Зеленский, зная себе, путешествует туда-сюда. Русские называли Зеленского главой режима. Ну а после того, что случилось, попытки устранения президента Путина, они назвали Зеленского террористом, главой террористической организации. Это все меняет. А это смертный приговор Зеленскому и его кабинету. Они могут еще этого не знать. Но долго они не протянут. Их отловят и устранят. Не будет никакой амнистии. Знаете же, что часть переговоров — это согласие об амнистии. Нужна амнистия. Тебя русские не амнистируют. Ты Степан Бандера 2:0. Ходячий мертвец. Вот так это все закончится. Ну, это Скотт Риттер, конечно, он приправляет и сгущает краски, потому что мы, ну, уже достаточно много времени прошло, вот как перевели, да, вот попытки устранения Путина, но имеется в виду атака на резиденцию, которую как бы лучше не признавать. Ну, летели туда куда-то дроны, ну, да, там резиденция, да, ну, вот все же сбили, то есть ничего ж не, ну, как бы угрозы ж нет, все нормально, а там поди разбери, туда летели, не туда, такую сейчас это все форму имеет, но, простите, как бы тут другой момент, времени прошло нормально, но визиты продолжаются, железная дорога едет, Лемми приезжает, ЦУ выдают, как только все подходит к какой-то точке мира, Уитакер говорит, остался 1 ярд до финиша войны, сразу приезжают британцы, и у нас вот такая риторика, вот сегодняшний Зеленский сразу становится вот таким. Мы затягиваем, мы не затягиваем, вот смотри. То есть все продолжается пока в том же ключе, поэтому как бы единственное, что из этого там кусочка я бы так вот выделил, это послевоенная амнистия. Вот, возможно, почему там такие куча визитов и куча всего. Поэтому и не согласовали обмены.
потому что это другая процедура. Украина же просит кого там? Азовцев, вот этих всех, а в списках другие у россиян, и они не могут просто состыковать 500 человек, 1000 человек. Украина просит. Это все об этом знают. Родственники военнопленных, они тоже об этом знают. Идет утряска списков. Украина просит одних, Россия готова отдать других. Для этого нужна постоянная работа. Где? В Стамбуле. Где? В двухстороннем формате, которую похерили конкретно там с украинской стороны, потому что не пошли по пути предложенному, да, там, стороной российской создать 3 подгруппы. Опять-таки, это не прекращение огня, это не сдача интересов, это создание 3 подгрупп для того, чтобы, ну, собственно, коммуницировать, да, где там какое временное перемирие, помните? Временное перемирие для разминирования, для того, чтобы тела забрать. Где это все? Нет этого всего. Так кто похерил? Вот возникает главный вопрос. Ну, тем более, что сейчас как бы у Трампа другие заботы. К нему Мачадо приехала, вручила ему Нобелевскую премию, у него спрашивают, а что вы взяли? Говорит, так она классная, эта Мачадо. Слушайте, я думал, это забавно, нормально, пришли, пообщались, дала мне свою премию, ну, саму вот эту медальку Нобелевскую. Хорошо, но она говорит, да, такой Трамп, молодец. Вот ему, все, Нобелевка в кармане. Можно не париться по поводу Нобелевской премии, уже есть. Мачадо всучила, но она как бы с личным корыстным интересом. И смотрите, здесь плевать, кто что подумает. Понятно, что Мачадо рвется к власти. Там Родригес эту потеснить или каким-нибудь там начальником стать у себя. Они же оппозиционеры в Венесуэле, а сейчас американцы взялись за Венесуэлу. Ну, поэтому, может, куда-то там меня, ну, подумают, ну, хорошо засветилась, отдала же. На самом деле, Нобелевская премия, это же как бы символ жизни. Понятно, Нобелевский комитет сказал, что не-не-не, ребята, то, что там вы статуэтки передаете или какие-то там паспорта или медальки, это не означает. Премия вручена, Трамп не имеет Нобелевской премии. Но какая разница? Красиво же. Он нашел это прикольным. Он занимается вот этими вопросами. Сейчас Трамп благодарит Иран. Вышел сегодня с постом, говорит, 800 казней. Ну, вот этих протестующих провокаторов, которые сжигали мечети, которые там вот это все. 800 казней отменили. Спасибо, Иран. То есть уже у них налаживается, все в порядке. То есть Иран не казнит вот этих нарушителей, и у него все нормально. С Гренландией вообще отдельная песня. Гренландия. Это просто потрясающая история. Значит, надо же коалицию желающих. Вот смотрите, есть коалиция желающих, ее переименовали от коалицию решительных. А я даже не знаю, как назвать вот эту коалицию. Смотрите. Эстония отправит до 10 военных в Гренландию. И министр обороны страны подчеркивает, цитирую, «Эстония даст все необходимое Дании». Слушайте, эти эстонцы как будто поцелуй Иуда, они тоже все необходимое давали Украине, к чему все пришло. Вот сейчас Дании дают тоже все необходимое. Значит, и, внимание, предварительный список стран, которые развернуты или будут развернуты в Гренландии. Франция 15 человек, Германия 13, Швеция 3, Норвегия 2, Финляндия 2, Великобритания 1, Нидерланды 1. Вышел министр обороны Италии, в пух и прах разбил, говорит, что вы мелите, о чем вы, какие там 1, 15, 2, вы о чем? 100 человек, ну хорошо, 100 итальянских солдат. Ноги там не будет итальянских солдат. Ну, то есть, анекдот. Собрались финн, эстонец, вот это вот все, британец, и отправились собственно, в Гренландию. Непосредственно на Гренландии как бы сердце не успокоится. Это уже всем четко понятно. Исландия уже может стать второй целью. 52-й штат. Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг во время встречи с американскими конгрессменами шутил, что страна станет 52-м штатом США и станет губернатором этого штата. Значит, это потом Политико пишет, ссылаясь на, собственно, источники. Всего у США 50 штатов, 51-й будет Гренландия, а Исландия 52-й. Вообще, конечно, Европа очень сильно штормит. И вот Эстония, которая отправляет и даст все необходимое
Дании в борьбе за Гренландию. Вот же ее яркие представители, такая Каллас. Хороший момент, чтобы начать пить. Так оценила ситуацию в мире Кая Каллас. По ее словам, в общем, она обычно, конечно, не употребляет алкоголь, но текущие глобальные события заставляют об этом задуматься. Они все в шоке, они не понимают, что происходит. А тут еще в сети опубликовали очень интересное видео. Вот это так, чтобы вы понимали, F-35. F-35. Его поместили в специальную морозильную, такой ангар морозильный, обдули вот этим холодом до там критических показателей мороза. Взяли, а потом включили, зажигание, как он на морозе работает. И все так думают, понятно, там тестируют свои F-35, они же ими гордятся. Трамп вообще хочет линкор запустить, самый дорогой вообще корабль в мире. Они там все в шоке, как будет оснащен, 850 человек на борту, что там будут на этом линкоре. Он же так называется, серия Трамп, линкор Трамп. А тут, морозят свои F-35. Так они же зачем морозят? Чтобы они там летали, на севере. Тестируют, как они могут летать. То есть вполне себе, если что, могут и отбомбиться. Хотя сейчас, конечно, идет больше риторики о том, что купят. Купят Гренландию. И все просто в шоке. Параллельно с этим происходит тоже очень интересная картина с танкерами. Значит, некий танкер, его Аркусет, да, класс Афромакс, российский танкер, официально никогда не существовавший, развернулся в Балтийском море. Сегодня об этом написали в Bloomberg. Судно привлекло внимание. В базах данных вообще нет информации о регистрации. Разворот произошел на фоне давления на теневой флот, и вот немецкие власти заставили изменить судно курс. Они зашли в территориальные воды Германии и потом крутанулись и поплыли, в общем-то, пошли туда дальше, собственно, в сторону России. Документы показали, что танкер построен на китайской верфи в прошлом году, свежачок. Но есть некоторое расхождение по флагу. Танзания, Камерун. И по первоначальному имени это вообще Линхай Хуаджиль, понимаете? Судно исчезло с базы после апреля. Верфь эта способна строить меньшие суда, чем вот этого класса. Владельцы указаны на Сейшелах, Сейшелы под санкциями. Короче, яркий представитель теневого флота, то есть непонятно вообще корни этого судна. Вроде как в том году построили в Китае, а там вообще нельзя такое строить. В общем, понятно, что какая-то вот странная история, и поэтому вот уже пошла эта блокада. Блокада Балтийского моря – это вот прям очень серьезная тема, это первый звоночек. Это очень важная история, но Россия не реагирует никаким макаром на вот это вот морское судоходство. Официально на этот случай не было реакции. Зато Мария Захарова успешно пиарит и говорит, что у нас в России интерес международных рынков к российским валенкам. Выходит представитель МИД и говорит о том, что уверенный выход на мировой рынок, у себя в Телеграме пишет, очень успешный бренд, узнают за рубежом чаще, чем отечественную высокотехнологичную продукцию. Говорит, флешмоб нужен, экспортные валенки, челлендж. Пока на Западе пытаются отменить все русское, наши валенки уверенно шагают на международных рынках. При всем многообразии продукции под эгидой «Сделано в России», от текстиля до товаров повседневного спроса, именно валенки всегда узнают за рубежом. Они экологичные, уникальные, сделаны с уважением к русским традициям. Все сильно, качественно, конкурентно. Валенки. Не надо валенки валять, нужно что-то предпринимать по поводу этого судоходства, потому что сейчас идет полностью перераспределение вообще мира. И нужна жесткая реакция, геополитическая. Сегодня Путин созвонился с президентом Ирана и премьером Израиля. Китай, видимо, стоит за кулисами вот этой небомбежки США по Ирану. Иран, не сказать, что торжествует, ситуация напряженная, но тем не менее, судя по всему, китайская дипломатия сработала.
Сработали ли валенки? Вот вопрос. И куда, собственно, будут как бы вываливать ситуацию по Украине? Ну, не знаю, наверное, топ-темой в украинском политикуме сегодня это, конечно, валенки, которые будет валять где-нибудь на Киче, на Зоне Юлия Тимошенко. Она сегодня судилась, представляете? Суд над Тимошенко. Так причем она договорилась до того, что ее сегодня как бы приговорили к тому, что она браслетик должна носить электронно, не выезжать за пределы Киевской области, сдать паспорта. Короче, все, она под надзором. И если не хочет носить браслетик и снять эти ограничения, то, пожалуйста, 33 миллиона. У нас, знаете, какой-то был мультик «33 коровы», понимаете? В Дубинскому вчера назначили. Хочешь выйти из тюрьмы под залог? 33 миллиона. Там Шуфричу тоже. Там, пожалуйста, Тимошенко, 33 миллиона. Новая история какая-то в украинских судах. Суммы там 700 с чем-то тысяч долларов. Пожалуйста, давай, плати и будешь гулять. Ну, она, конечно, будет апелляцию подавать, но там еще интересный пункт – не общаться с депутатами. А там же как еще? Вот этот браслет, в котором она находится, чтобы не выезжать за пределы Киевской области, она придет на работу в парламент, а он там, наверное, есть, там его слушать можно, с кем она что говорит, и там целый список депутатов и слуг народа, и разных там нефракционных, с которыми нельзя говорить. Сдали ее, заложили депутаты, но Юля как бы сразу эту кобылу, так сказать, по крупу заехали шпорой, и она начала брикаться. Говорить, фашистський режим в Україні. Що я хочу сказати? Що навіть якщо вони мене будуть вивозити силоміць з України, я нікуди не поїду. То есть, смотрите, задача же какая? Ты куда-то уедешь, поэтому залог. А она говорит, я никуда вообще не поеду. Если даже силой будут вывозить, нет, я буду бороться. Тому що коли я буду мати основний виступ, і я розкажу, що робиться сьогодні з країною, цією сворою, ви просто зрозумієте, що я не тільки нікуди не поїду, а я буду тут доки, поки країна не буде від них звільнена. І тому ніякого не може бути навіть сумніву у НАБУ, в САП, у тих, хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, що я куди-небудь зникну. Я буду тут доки, країна не буде звільнена від цього, по суті, фашистського режиму. И так зашумели, все зашумели. Я буду здесь до тех пор, пока страну не освободят от фашистского режима, говорит Тимошенко. Ну, там просто все так зашумели. Тут очень нужен уточняющий вопрос. Не освободит кто? Кто сейчас освобождает от фашистского режима страну Украина? Юля! Юля! И это другая тональность, чем у Яценюка. То есть, получается, Тимошенко, ждунка, ждет в Киеве русскую армию. Но риторика очень интересная. Фактически, фашистский режим у Тимошенко. Московская зазуля, как-то на нее Ляшко, помните, говорил, вот она и вскрылась, вот эта история. Ох, это будет еще весело на самом деле. Ну, это, конечно, такой юмор, полушутка, но на самом деле ситуация очень, очень тревожная. И прогнозы сразу открыла рот Тимошенко, полились такие. Вообще, за 5 лет Україна може не стати. Нас знищують для того, якраз напередодні виборів, щоб не було жодної команди, які можуть захищати сьогодні країну професійно, розуміючи проблематику, розуміючи, хто стоїть за чим. То есть, смотрите, она говорит, я защищаю страну, я понимаю, я знаю, кто за чем стоит. Так и что-то как-то результата от профессиональной твоей деятельности немного, если ты знаешь, кто за чем стоит и защищаешь страну. Подожди, Юля. Ладно. Як боротися з такими речами? Наступні 5 років будуть останніми в житті незалежної України. Ми будемо мати герб, прапор, гімн, але крім цього ми нічого не будемо мати. Ми будемо мати розвіяний по всьому світові народ, і тут прекрасні соціально орієнтовані корпорації, які будуть управляти своїми інтересами, но не українцями. Угу. То есть корпорации, но не интересы, не Украина. 5 лет и Украины не будет. Ну, там герб, флаг, гимн оставят, а Украины не будет. А вообще, конечно, 37-й год, говорит. 37-й год. Вы представляете? Описывает вот она ситуацию, как к ней вламывались в офис. Якщо ви бачите, що ви вже своїм агентом підвели до того, що зараз йому дадуть там якісь незаконні кошти. То есть, смотрите,
Ситуация же понятна. Есть депутаты, их там разных называют, двух называют, два фигуранта, да, что телефон на суде у нее, там, iPhone 13 с суперзащищенным мессенджером «Сигнал», который, я так понимаю, вскрыли. Ну, в общем, этот телефон для того, чтобы с одним депутатом беседовать, для того, чтобы его купить. Ну, типа, ему платить, и он голосовал так, как надо Батьківщине. Задача на пленках НАБУ развалить коалицию. То есть, смотрите, цель политическая, то есть нормальная, как бы, ну, все хотят там, это борьба политическая. Методы, ну, уже тут вызывают вопросы, сейчас это получается политическая коррупция, да, развалить. Происхождение денег тоже сомнительное, да, то есть, понятно, там спонсоры, кто за этим стоит, кто за это платит. То есть, эта задача, это очень серьезная задача, раз Тимошенко за это взялась, причем, внимание, лично. То есть она лично была с этими деньгами. Человек, который осторожный, просто, ну, да нельзя. У нее там сегодня, у нее $4 миллиона ей там перечислили за то, что компенсировали, ну, когда она сидела в тюрьме, вот эта больная, со спиной, на коляске на Майдане, помните, ее привезли. Это типа режим Януковича. Она сегодня говорит, это вообще хуже, чем режим Януковича сегодня. Ну так дочекайтесь цього моменту і візьміться, тому що цього моменту бути не могло. Ага, то есть, смотрите, как логика. Значит, вы подослали ко мне, но подослали без уважения. Ну, возьмите, дождитесь, да, пока я возьму или что-то там, ну вот, дождитесь, пока вот это произойдет действо. А вы вот берете и вламываетесь, потому что знаете, что я не возьму. Гениально. І тому вони роблять цю провокацію, вламуються. А скажіть, будь ласка, от вони зайшли без жодного документу, без нічого, вночі, чистий 37-й рік. Хорошо, вони до мене зайшли, добре. А скажіть, а чому вони вломилися в кабінет народного депутата Власенка, який очолює ТСК по незаконності роботи силових структур? Ну, потому что там тоже могли быть деньги. Власенко ж с ней по жизни. Это тоже народный депутат, адвокат ее. Ну, потому что, да, они вломились в кабинет. Он же тоже народный депутат. І коли вони до мене зайшли, вони мені сказали, або ви даєте ваше приймальне ключ від кабінету Власенка, його приватний парламентський кабінет народного депутата, або ми будемо ламати двері. І вони вломилися таки туди, і вони забрали там 20 чи 30 флешок. Які у них взагалі для цього були підстави? Скажіть, будь ласка, це банда, це не НАБУ. Якщо у нас в країні буде відсутня процедура, і ця процедура не буде виконуватися, а на процедурах тримається держава, це означає, що у нас немає держави. Якщо хоч хтось буде поза законом і поза процедурами. Смотрите, можно по-разному относиться к этому, скажем так, действу. Многие относятся как к шоу. Ну и правда. Она превратила сегодняшнее заседание в свой бенефис. Это прям видно. Да, ее зря тронули, вони будет очень много. Причем неважно. И вот я, если честно, даже как-то, вот если так последил сегодня за всем этим происходящим, за ее заявлениями, за всем тем, что вот это вот шьют ей, это же только начало, дальше будет еще больше борьбы, дальше будет еще веселее. И кто-то запустил этот процесс намеренно. Зеленский же, помните, «Слугу народа» снимал, там тоже был прототип типа Тимошенко, там тоже были эти олигархи. Вот тут чувствуется рука некоего кукловода. Она прям чувствуется, что кто-то специально как бы набросил вот туда, да, на вентилятор, и сейчас это все понесется. Кому выгоден общий фон? Ну, только тому, кто или хочет что-то скрыть, спрятаться, сбежать, вывести, ну вот, или тому, кто заинтересован, что этот ветер будет, ну как, войдет в резонанс, эти волны войдут в резонанс и будет усиленный, мощный и прям может сдуть политически, если не всех, то очень многих. Но вот тут как не верить Тимошенко? Ее спрашивают, платила депутатам за голосование? Говорит, хрест на пузе, не платила. Ви стверджуєте, що ви не платили народним депутатам за голосування? Категорично ніколи, ні за яких обставин. Поняли? Все, никто депутатам не платил.
Дорогая, это не то, что ты думаешь. Помните, в фильмах такое было? Никто не платил депутатам. І навіть половина тих депутатів, які є в нашому аналітиці, хто як голосував, Половины депутатов, даже половины депутатов, которые есть в нашей аналитике, кто как голосовал, она не знает. я їх просто з ними персонально не знайома навіть. Ніколи в житті з ними не зустрічалася. Представляете? Никогда их не знает, этих в этой аналитике, в этой все, кто как голосовал. Нет, вообще не знаю этих депутатов. Никому деньги не предлагал, никому ничего не давала, ни слуг не знаю. Своих хоть знаешь из Батьківщины. Никого не знает. Это, конечно, такая топ-тема для обсуждений, для таких вот этих депутаты покупаются, продаются, о боги. За что? Почему? Вот есть депутат Микиша. Вот я сейчас, смотрите, я даже... Не важно, что он нам сказал, там прокомментировал. Важно как это. Важно ведь не что, а как пела Єлена Ваєнга. Задаються багато хто із ваших колег запитанням, хто, власне, виступив, хто здав Юлю, хто проти Юлії виступив. Значить, дехто Вы поняли? Да какая разница? Да какая разница? Кто сдал Юлю? Да какая разница? в президентській фракції думає на нардепа Сергія Кузьміних, дехто на іншого фігуранта справ НАБУ Олексія Кузнєцова. Вам щось відомо взагалі про ці Дивіться, прізвища, це про взагалі ці не має розмови? значення. Ну, дивіться, варіантів декілька є, і якісь більш вірогідні. І що? Вот! Вот! Ребята, я так ждал этого в украинском политическом пространстве. И шо? И шо? Ну там вообще Копытин депутат, который там первую свою там жилплощадь купил во время депутатства 145 квадратных метров, квартира, там, то ли Буковель, то ли еще где-то. Вообще не пойми кто. Вообще не пойми кто. Этот депутат, и он там попался, его взяли на крючок НАБУ, и привет, понимаете? И вот это он к нему, собственно, пришли, он говорит, я готов сотрудничать, становлюсь сексотом, секретным агентом, и вот так. И вот этот вопрос, и шо? Это же, это прям, это Украина. Скажете вашу особисту точку зору? Щоб що, дивіться, ну давайте так. А, есть еще второй вопрос. И шо? Шоп шо? Ну, припустимо, це Сергій Кузьмін. Що це змінює? Чи припустимо, це Олексій Кузнєцов? Що це змінює? Просто рано чи пізно, якщо історія буде розвиватися, вона, ймовірно, має розвиватися, НАБУ і САП і ці прізвища мають оголосити, так? Чи ні? Ні, якщо вони як фігуранти-викривачі, то ні. Це перша. Друга історія. Насправді, от з якою інформацією ми можемо поділити, що ходить в кулуарах Верховної Ради, що з таких от людей близько 20, які заряджені і ходять по всій Раді. Тому я вас переконую, що будуть з'являтися ще. Причому може з'являтися там щось серйозне, а може з'являтися взагалі хтось щось просто поговорив просто. З'єднали, викинули, і все, воно ця вся історія буде. Стукачок. Кажется, у нас завелся стукачок. Говорит, 20 депутатов таких есть, которые, ну, собственно, да, могут и тук-тук-тук. Стукачок. Сегодня, ну, это к делу не имеет отношения, Тимошенко. Сегодня вот потрясающая сторис опубликовал Следственный комитет Беларуси. Значит, что делать, если тебя бросил парень, но ты знаешь про его темки? И следком комитет вот это вот Беларуси. Стучи. Постучи. Постучи. Что делать? Постучи. Ну, тебя кинул парень, а он темщик какой-то. Постучи в Следственный комитет. Вот такая сейчас будет Рада. Вот такая сейчас будет политика. Кто-то явно набрасывает упряжку на вот эту вот, собственно, парламентскую историю. Напишите, как вы относитесь к Юле. И, ну, это прям очень интересно, что будет дальше. Прям очень интересно. Значит, по поводу, ну, того, что на каком фоне это все происходит. Происходит это на фоне скандалов, происходит это на фоне ужасного положения в энергетике. Приходит новый министр, вчера только назначенный энергетики Шмыгаль, и отчитывается. Смотрите, сколько депутатов его слушает. Правда классно? Правда супер? Правда отлично?
Он говорит, что там каникулы до 1 февраля, там будем светофоры, там всякие, ну не светофоры, а эти освещения там прикручивать, опять режим прикрути, режим там экономии, много чего рассказал, там комендантский час меняется. Ну вот, смотрите, вот это вот его в тяжелый момент для страны, вот эти депутаты его так слушают. Сам он говорит, ну слушайте, мы тоже страдаем. Да, я вот у него спрашиваю, а как у тебя в Министерстве энергетики? Там же нашу канализацию прорвало, там же вот это вот тоже проблемы. Говорит, ну я не мерил температуру, ну в куртке сижу. Да, я температуру в кабінеті не міряв, доволі прохолодно, знаходжусь в куртці в кабінеті. Дякую. Да, спасибо, да. Ну, я не мерил, ну, в куртке сижу в кабинете. Сейчас все в куртках, все вообще. Причем самое интересное, что эту фотографию, ну, вот, например, да, ну, вот, там, Безуглая опубликовала. Ну, к Безуглой позже. Но вообще ситуация же очень, очень тяжелая. Ситуация же катастрофическая. Вот так люди греют себя, греют, там, стариков. Это же просто коллапс. Вот Киев. такие реалии наших дней. Вот так вот лежат бедные старики, пенсионеры. Да, собака. Ти бабушку грієш, да? Грієш бабушку, да? Так, нема ні світа, ні опалення, нічого нема ще. Да, пригай по бабушці, роби масажик. Да, може і тепліше буде. А так. Є одна радість, це животні вдома. Тваринки. Да, тваринки маленькі. Скоро і кормити вас не буде чим. Конечно, и кормить скоро этих животных не будет чем, понятное дело, там проблемы. Но понимаете, это ведь, конечно, куда интереснее, что Шмыгаль в куртке сидит, а не эта бабушка лежит под 3 одеялами и там веселится. Это, конечно, важнее. Это прям, вот это прям новость. Вот это прям важно. А что в прифронтовых зонах? Да то же самое. Вот поехали к старикам таким же, да, ну, в Краматорск. 1,5-литровая бутылка с кипятком вожу себе под ноги. Ну и вот так вот. Укрываюсь 2 одеялами вдвое. Олександр показує, як з дружиною гріються в квартирі без опалення. Электрообогреватель еще советских времен. Воздушник здесь на нем стоит. Тромбон его называется. Мощностью 1 киловатт. То есть, смотрите, у него даже обогреватель советских времен с воздушником, вот этот тромбон. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, на чисто украинском языке же, видите как, прифронтовой город Краматорск. И греемся. Ну, сейчас слабое напряжение. Я не мерил, конечно. Ну, где-то вольт 150, не более. Вдома, каже, 8 градусів тепла. Одетый спил. Теплые штаны у меня, жилетка. Як капуста. Капуста одет. Компост, да, да. Как капуста, да, капуста. Ну, вот так. Вот так, вы видите, да, вот так происходит ну, как бы в Киеве, а вот так в Краматорске. Все в шоке, на самом деле, от того, что вообще, ну, вот происходит. И параллельно рвет трубы в столице. Ну вот, пожалуйста. Это вот сегодняшнее. Речка бежит. Вот с другого ракурса этот же подъезд. А это вот другой. То же самое, как видите. Ну, пожалуйста. Вот она, парадная. Атакуют Кличко, атакуют вот сейчас, вот прям, правда, как могут, атакуют. Прям бьют по Кличко. Решили журналисты-расследователи Следство.Инфо сходить по медучреждениям. Работают они, не работают. Вот что с того получилось. Сьогодні точно нічого немає, всі заклади працюють в штатному режимі.
Підписати декларацію. Просто у нас є комп'ютери не працюють, і запрошує виключення. Слід 240 минут. Я вимагаю знайти лікарню, яка, можливо, працювала під час відключення. Нема таких лікарень. Генератор є в лікарні? Є. Ми ж не лікарня, ми житловий будинок. Ага. Нас не забезпечують. Ми, так як і всі житлові будинки, так і ми працюємо. Ми не звалися, ні. Зараз у нас було запасти. Там повністю немає, ну, по-полицьки запасти. То есть ничего нет, тут, пожалуйста, у нас гардеробщица рассказывает. Ну, все видят, понимаете? Ну, понятно, что это удар там по Кличко, потому что с киевской городской администрации сообщили. Реєстратура працює з комп'ютерами, а якщо щось вийшло і там ще холодно, ну, то якась може бути робота. Какая может быть работа? Холодно? Какая медицинская помощь? Лікарі нема розпустили в поліклініці. У нас згоріла підстанція. І електрично ми отримуємо не як кияни, навіть погодину, а зовсім не отримуємо. У всіх палатах світла нема, нема тепла, і там плюс 5. Всіх хворих ми 150 людей виписали. Выписали 150 человек, потому что, ну а как? Выписали, домой идите. А дома теплее? І зараз ми ремонтуємося. Зараз підключили генератор на дізель. Знаєте, така кав'ярня. І оце у нас такий генератор, який дає нам резервну електроенергію, яку ми забезпечили лише реанімацію і ургентну операційну, не дай Боже, когось треба негайно прооперувати. Ми виписали всіх. Залишили лише тих, кого неможливо виписати. У нас залишилося 12 людей, ми їх запихнули всіх у реанімацію. То куди їх зараз перенаправляють? Кого направляють сюди? Нікуди не направляють. Просто чекати. Чекати. Це не екстрений случай. Ну, камні в нирках треба. Ну, там не страшно, скільки з тими камнями ходили. Ще пару днів почекаємо. Ножку глотати, болі знімати. І чекати. Ну вот, то есть, пожалуйста, ножку глотай, боли снимай и жди. Все хорошо. Более того, в Киеве даже невозможно еду заказать. Бизнес посыпался тоже. Ну как, ну все, доставка недоступна. Сегодня посреди дня вот эта вот история была, ну надо как-то спасать, что предпринимать. Пункты несокрушимости надо везде ставить. Пункты несокрушимости. К вечеру проблему решили. Запустили сервисы такси. Теперь, если ты Болт или Уклон, ну это такие сервисы такси, то ты можешь доехать до пункта несокрушимости на такси. Работаем круглосуточно, пожалуйста. Мне еще так нравится этот слоган «Рухай свій світ», ну типа «Двигай свой мир». Вот такой, «Двигай свой мир». Вот это я понимаю. Вот это мир. Но все, в принципе, в порядке. Как отражается это настроение людей? Да плохо отражается. Блогеры негодуют всякие. Без світла, без води, без опалення сидять люди в лютіший мороз і далі мовчать. І ми далі мовчимо, бо ми боїмося. Чого ви боїтеся? В шоке, конечно, это блогер. Чего вы боитесь? Ви вже в власних квартирах живете, що на вулиці. Чого ви далі боїтеся? 4-й рік війни. Мільярди виділили на захист, мільярди покрали. Просто і що ми маємо? Підозри. Ми підозрюємо, що нас наєбали. Ну, боїмося. Що нам з тих підозр? Скажіть, можна було захистити, можна зараз людям помагати. Та всім насрати на вас. За вас ніхто не заступиться, якщо ви самі не встанете і за себе не заступитесь. Скільки це буде продовжувати? Мене ніхто не вчив терпіти, мене ніхто не вчив кріпаком бути. І я не знаю, ну ми ж зараз воюємо не для того, щоб бути кріпаками. А виходить так, що ми вже в власних квартирах кріпаки. І все. Да, теперь в своих квартирах крепостные, которые должны как-то выживать, которые должны ждать решения какой-то власти, местной, центральной, которые вот слушают Зеленского по вечерам. Ну, получается, что мы теперь крепостные. Вот, как бы, Корчинский, например, говорит наоборот, что все нормально, тоже известный блогер.
Ми будемо терпіти і нестачу електроенергії, тепла, води, ми будемо терпіти всі ці удари, ми будемо частіше спускатися в бомбосховище, сподіваючись на наших захисників на фронті. Їхні життя є значно ціннішими, ніж наші життя, про це треба постійно пам'ятати. О, как. Значит, мы будем терпеть, мы будем спускаться, потому что наша жизнь, она не такая ценная, чем жизнь наших солдат на фронте. Надел шапку, вышел и потужно. А как? Мощно запускается этот тренд. На фронте. Нам вот на фронте. Все должно быть на фронте. Тут в сети, в Тредсе, в этом, это отметы тоже, социальная сеть, увидели девочку, Юрчук, да, которая пишет: лучше без света, чем под триколором. А потом так переходишь на страничку, смотришь: о, классно, морюшка, когда? 4 числа, то есть совсем недавно. В отпуск, наверное, съездила куда-то. Может позволить все-таки, что ей. Нет, она живет в Италии. Конечно, надо, собственно, лучше в Италии, чем под российским флагом. Лучше, собственно, вот этого всего, да, не переживать никаким образом. Лучше где-то там. А жена Порошенко в Київсовєті евакуацію готовить. Є певна кількість будівель, яка дійсно в більш критичному стані і де важко відновити тепло і електропостачання. І якщо це не відбудеться в найближчий час, то тоді стане питання про відселення таких будинків. То есть в Киеве, там статистика какая была? Было 500, потом 300, сейчас вроде 150, в некоторых до сих пор нет. Подолгу нет ни тепла, ни света. Шмыгаль говорит: мы сейчас приняли решение, что те, у которых отопление, официально от электричества, признать критической инфраструктурой, и, в общем, не трогать их. Выселять из домов будут, отселять дома. Але ми сподіваємось, ми не втрачаємо віри в наші комунальні служби, в наших фахівців, які зроблять це необхідне для того, щоб це ліквідувати і люди залишились в своїх оселях. Я навмисно, нам сьогодні озвучували і кількість таких будинків, і ті терміни, які збираються відновлювати тепло і електропостачання. Я навмисно не буду говорити ці цифри, тому що це закрита інформація. І єдине, що можу сказати, що дійсно робиться все необхідне для того, щоб ліквідувати наслідки таких обстрілів. Смотрите. Дуже коротко. А если сейчас следующий обстрел, а потом еще один, слишком долго продлится эта вера в коммунальщиков. Некоторые вообще недовольны, говорят: вообще вы ничего не можете. Вот эти из студии гробовщика Петрова, у которого бронь официально, кстати, подтвержденная, Национальное кладбище подтвердило у Петрова бронь, другая фирма Иванова бронь, пока не подтвердила. У них вообще как бы батон крышат на этого Кличко. Питання, які вони просто не можуть вирішити. Але є питання, які вони можуть вирішити, і чомусь не вирішили. Чому світофори досі не працюють по перекиданих лініях в центрі міста? Мені не зрозуміло на 5-му році війни. Це ж елементарне вже питання, це ж не забезпечити дійсно, там, я не знаю, мільйон людей опаленням. Світофор елементарно можна забезпечити. Є перехрестя в Києві, яке в принципі не можна проїхати без світофора. От тут є питання. І коли я дивлюся на такі елементарні питання, то я тоді дійсно схиляюся до вашої точки зору, що якщо люди дійсно не спромоглися, не схотіли зробити елементарну проблему вирішити, то, мабуть, і складніші проблеми не дуже паряться. То есть, Кличко что сейчас делает? Он говорит: давайте доплачивать коммунальщикам, давайте все... Короче, идет вот такая тема: коммунальщик, энергетик, коммунальщик, давайте их, собственно, поддерживать. Это идет контрпропаганда, говорит: вы не можете элементарного сделать, а что вы можете, мол, глобальное совершить? Сегодня Шмыгаль пытался отдуваться, говорит: так у нас все закрыто, у нас вот выдерживают наше укрытие, мы там накрыли подстанции, что-то еще.
Результат где? Кличко минусуют, эту тему используют, чтобы его качнуть, шатнуть, убрать. Тимошенко вот выбивают репутационно, Кличко надо точно так же убрать. Короче, надо, чтобы остался один Зеленский и его друзья. Кто у Зеленского в такой ситуации, ну, собственно, друзья? Друзья у Зеленского в такой ситуации нарисовались внезапные, очень неожиданные. Те, которые вчера, ну, собственно, еще критиковали. Такие прям. Ух, какие друзья. Притула сходил недавно, буквально вчера, да, к Зеленскому, а сегодня разродился замечательным постом. Вот это поддержка единосбора! Запорожская облгосадминистрация выделяет 50 миллионов гривен на приобретение перехватчиков шахедов. Спасибо, что, несмотря ни на что сейчас переживает Запорожская область, вы находите возможность поддерживать сборы. Ребята, есть тут Запорожье? Как вам новость? Потому что в соцсети, в комментариях, да, у него, ну, не очень-то шибко оценили. Пишут, то есть люди и предприятия платят налоги, чтобы госструктуры передавали их фондам без прозорой отчетности. Пишет один. Другая пишет. То есть в Запорожском госсовете с городского бюджета выделяем 400 миллионов, передаем облгосадминистрации, а облгосадминистрация передает 50 в фонд. И молодцы. Я думала, что фонды — это такая срочная поддержка, дополнительная. А получается, что государство донатит туда. А как это возможно? Что-то я совсем не понимаю, пишет другой пользователь, что происходит. Волонтеры нужны для того, чтобы помогать государству, когда оно само не может ничего сделать. А у нас наоборот. Государство помогает волонтерам за счет бюджета. То есть, другими словами, Зеленский назначил кого-то главой облгосадминистрации, а тут такой: ой, у меня куча денег, налогоплательщиков, я не знаю, что с ними делать. Отдам Притуле. Может, он знает, что с ними сделать. Это пипец. Власть, которую бы заслужили. Но это трэш, конечно. Госбюджет донатит благотворительному фонду. Все были в шоке с этой новости. Все были в шоке с этого. Как такое возможно? А параллельно люди на протесты выходят. Ну вот, например, в Одессе. В Одессе выходят на протесты, люди перекрыли дорогу. Ну как так? Как так может быть? Значит, вышли на протесты, а говорят, в соседнем доме свет есть. В соседнем доме есть, а у нас нет. Почему? Надо что-то делать, что-то предпринять. Ну, они взяли и предприняли. Хорошо, будем, значит, да, вот, будем отключать. Начали отключать этот дом, а там на линии насосная станция, поэтому воды нет. То есть ни света, ни воды. Ну, вот как-то так. Добились, называется. И так везде. Они прикручивают уличное освещение и все это остальное для того, чтобы людей просто не раздражать. А у людей разброд и шатание в головах. Ну вот правда, разброд и шатание. Люди не успевают, да, вот реагировать. Вот соцопрос опубликовали очередной. Значит, если Зеленский назначил... Зеленский про возможность проведения выборов заговорил президента через 2-3 месяца после перемирия. По вашему мнению, что это в первую очередь? Варианты. Необходимая уступка, чтобы продемонстрировать готовность Украины к выборам. Так проголосовали 64%. 18% попытка удержаться. Еще 18% тяжело сказать. В то же время сами выборы. Да, вот выбирайте. Вариант А. Как вы относитесь к голосованию в интернете?
Вариант А позитивно, потому что это современно, и, значит, технология демократии. Или негативно, потому что фальсификация. Значит, негативно 71%, позитивно 21%, 8% не поняли. Ну или, если проще, да, там без объяснений, позитивно, негативно, тяжело. Вариант Б. 60%, 70 или 60% против. То есть выборы в телефоне люди не хотят. Но выборы, в принципе, хотят. Потому что скорее поддерживают 55%, против 32%, 14% еще не определились. Вот под эту социологию, в том числе, и под закрытую, конечно, ее часть, вот это Зеленский и оформляет вот эти свои, да, телодвижения. Ну и, конечно, безусловно, я согласен здесь, я редко в чем-то соглашаюсь с Гончаренко, безусловно, надо подключить все электростанции к Зеленскому. Запитать все дома. Треба було міністром енергетики вже призначити Зеленського. Він дав би таку потужність в мережу, що це вже дало би результат. Всі б обігрілися, я так розумію. Бо всі ж тримаємось тільки на його потужній потужності. Да, настолько потужный, что все должно быть через него запитано. Все как бы через... Он вообще и выборы очень мощно проведет. Очень мощно. Как? На фоне того, что незламный и потужный народ. Вот на днях, да, вот во время прошлых обстрелов, не сегодняшнего массового анонсированного, а, ну, я так понимаю, позавчерашней ночи, угодил дрон, а коммунальщица, дворник во Львове, работала. Дрон угодил, и обломки его разлетелись, упала прямо возле нее, она посмотрела, очухалась, ну и давай дальше убирать снег. Так вот, эту женщину, ей 59 лет, она 10 лет уже дворник, ее прям сделали национальным героем. Ну, потому что вот такая ситуация. Значит, там был рядышком памятник Бандере, да? Сначала сказали, вот, русские бьют по памятнику Бандере. На самом деле потом объяснили, что там дрон подавили, сбили, отвели, и он уже как бы падал. Били не в Бандеру. Ну, хоть на этом спасибо. А то, знаете, так интересно, били по памятнику Бандере. Прям звезда стала. Прильот, і так все здригнулося, я думаю, о, то дуже близько. Вот так вот она рассказывает, как она, как вообще это все было. Ближче, ніж на Міхновській. Доброго здоров'я, пані Софія. А, то таке. Нічого, ми витримаємо. Певно, цілили в пам'ятник Бандері, що попали на... Як думаєте, чим він заважає? То есть человек, журналист, ну, мы Украина, кстати, да, канал, пожалуйста. То есть она подходит к нему, нашла эту женщину, которая разлетелась в видео, что рядом с ней упала обломок от этого дрона, она так постояла и пошла дальше снег чистить, как ни в чем не бывало. Нет, история, в принципе, нормальная, то есть, ну, журналистская. Но она говорит, а чем мешал памятник Бандере? Чим він заважає, не знаю. Біля нього чергували, скільки років поліцейські стояли. Чим він заважає? А ми чим заважаємо? А мы чем заважаем? То есть мы, ну, батька наш Бандера, да, Украина мат, а мы чем мешаем? Пам'ятник то таке, чим ми заважаємо, що ми сидимо без світла стільки і без тепла. І що, ми витримаємо, ми стійкі. Мы выдержим, мы стойкие. Вот Бандера выстоял, дворник выстоял, не испугалась, и мы выстоим. Почему делают звезду? Ну, потому что, во-первых, место культовое, памятник Бандере, ничего себе. И дворник какая, да, женщина, ух, какая. Ей сразу вот, увидел это кто? Мэр Садовой. И давай ей звонить. Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити. Значит, дворница после прилета продолжила убирать снег. Взрыв, несколько секунд, и пани Ольга взялась за работу. Вот она. Віруситься сетью. Пані Оля, отут я стою з людьми і всі питають, як ви себе почуваєте? Чи вас не засипило, все нормально? Богу дякувати за його ласку, все в порядку.
Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте? Ну, але, ви знаєте, ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні. Тому я хочу вам подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу. Ну і хочу вам, знаєте, також так зауваження зробити, що коли тривога, дуже вас прошу, коли тривога, то будьте в спокої. Тому що я розумію, що є ділянка, треба її прибрати, але ваша безпека перш за все. Ну, собственно, история этой замечательной Ольги. Но это вот она, да? Ей звонит садовой, она вот сейчас герой, ты что, ничего себе. Коммунальщики, сейчас новый тренд, давайте. Я еще не знаю, почему донаты на коммунальщиков не собирают. А вот Одесса. Да, Одесса. Ужас, ужас, что происходит. Коммунальщики с бусификаторами сцепились. Задували газом, там вот дети. Ну вот, пожалуйста. Ну, вот так вот. Вязали хлопца, и эти под замес попали. Даже... Ну, вот вам, пожалуйста, тоже коммунальщики. Снежками по ним бросаются. Дурдом. Ну, вроде говорят, отбили парня. Это тоже, интересно, герой, коммунальщик. Ну и все. Крики понятные, да? А что они делали? Они посыпали. И этого коммунальщика одесского задули газом, отбивали хлопца, и вот так произошло. Ну вот так. Народ четко высказался. Но это ж не пани Ольга, которая там, дякую за мужність, возле памятника Бандеры снег чистит. Это в какой-то Одессе разбрасывают там песок, чтобы не подскользнуться. Это другое. Это другое. И вот это другое, оно сейчас влезло вовсю в головы украинцам. Вот Одесса, та же самая. Да. Ну вот, пожалуйста. Собаки, мусорные баки, все вот это вот с окна снимают. Этого же хлопчика, собственно, и тянут в белой футболке. Коммунальщики за него тоже вступились, те в газ, задули. Вот так это выглядело непосредственно. Пытались освободить. Ну, вот так. Вот вам и отношения. И это на фоне того, что как бы надо останавливать мобилизацию, надо вот как-то переходить к рекрутингу. Каменское. Одище просто. Газом задули. Женщины там, дети. Вот так вот. Вступились женщины и дети за, собственно, ну и другие люди, да, за того, кого крутят. Ну, а те ничего не нашли лучшего, как применить газ. Это вот сегодняшняя, так сказать, ситуация. Вот с другого ракурса. Такая же история. Девку забрызгали, да. От этого беспредела, конечно, все в шоке. Полиция уже никого не спасает. Полиция так, для проформы во всех этих замесах. Она не участвует и никому не нужна. Обращаться туда бессмысленно. Хоть сейчас в последнее время и пытаются рассказать, что вот смотрите, что-то таки и происходит. Вот, мол, например, в Одессе. Вообще уникальный случай. 3 ТЦКшников, 3 задержали. СБУшники. Ну, и там прокуратура об этом отчитывается. Вот оно, это задержание. А что задержали? Значит, они вместе с добровольным помощником, добровольным, есть такие добровольные помощники ТЦК, поймали хлопца и начали его катать по городу и требовать от него $6000, чтобы его отпустили. Как-то его потом выпустили, побили. Опять
на привозе говорят, что этот хлопец, которого тягали, из которого вымогали деньги, а он был там чей-то родственник из СБУ. Все, на следующий день хлопнули, накрыли, операцию провели, всех задержали. Не того просто они решили покошмарить. Не на того напали. А так, конечно, да, конечно, это победа. И самое интересное в этих случаях это очередной этот ответ областного ТЦК. Руководство Одесского областного ТЦК заявляет по бескомпромиссной позиции по поводу любых проявлений противоправной деятельности. 15 числа раскрыли факт совершения криминального преступления 3 военнослужащих ТЦК города Одессы. Криминальное расследование, служба в ЗСУ – это высокая ответственность перед государством. Использование статуса военнослужащего для правонарушений – это позор. Ну и, в общем, все в том же духе. Будем сотрудничать, поддерживаем. Молодцы правоохранители, что эту заразу искореняете из нас. Ну, Тернополь же, то же самое происходит. Вот, пожалуйста. Женщины матерятся, женщины отбивают своих мужиков. Тут я, к сожалению, не могу вам, поставить звук. Но я думаю, все, в принципе, здесь понятно. То есть женщина тоже вцепилась в своего мужа, как в прошлые разы. И вот прямо на снегу. И вот один из ТЦКшников, подходят другие женщины. Вот она, понимаете, вот она лежит, да, непосредственно на своем мужике и пытается его... Ну, а этот говорит, я сейчас тебя как бы лупану, из тапок вылетишь. Очень интересно, что это все вот подходит этот товарищ, тоже ее типа снимает на телефон. Ну и, собственно, беседуют. Они кричат, сбрось форму, не позорься. Ну, он подошел, говорит, я сейчас как бы начал ей угрожать. Вот так вот. И вот тут фотографии. Ну, в процессе этого Месилова люди поснимали и публикуют для того, чтобы все видели, все знали их в лицо. И это не оккупанты, это не какие-то, или кто это? Ну, вот у него там у одного там что-то пистолет, у другого баллончики, они всех перцовые, все у них нормально. Они ими задувают, они ими пользуются в городе Тернополе. Вот, пожалуйста, и полицейского тоже, который ничего не делал, а только помогал. Ну, от полиции вообще сейчас никто ничего не ждет, если так честно. Ну, вот так, по-нормальному. ГАЗ уже никого даже не удивляет. Ну, вот очередной, скажем так, очередной движ в Одессе. Этому пареньку уйти не удалось. Смотрите, 4 здоровых тела. 5-й тоже там стоит, двери открывает. Засовывают в бус и вперед. Защитить тут было некому. Утро было. Все делается очень быстро, профессионально, оперативно. Быстро, как говорится, рассказывают, как надо родину любить. И это никто не может объяснить. А у этого человека, который снимает на фоне это из окна, что там на фоне? Правильно, телемарафон. Телемарафон. Вот, еще один. Это город Ровно. То есть сразу все понятно. Нашли хлопца. А хлопец ничего не как бы он шел, он ел вот эти конфетки. Skittles в пачечке. Ну, понятно. Это он сам упал, если что, для протокола. Наверное, прыщик был под глазом. И что-то как-то не так, наверное, выдавил. И вот он там содрал, и вот это все в крови. Не, никто не поможет. Мужчина, который это снимает, он это, собственно,
делает вот эти, пожалуйста, конфетки Skittles разноцветные такие. Ну или какой-то зеленый M&M's, ну вроде как Skittles. Наступил своим сапогом солдатским, а он его кушал шел, понимаете? Ну вот так. Ну вот, собственно, все как бы нормально, все в порядке вещей. Причем интересно, что ты от этого никуда не денешься, не вырвешься, да, потому что, ну вот, например, полицейские, которые это сопровождают, вообще, как бы на Волыни вообще человек с ума сошел. Осудили полицейского, который для улучшения показателей составлял постановление на вымышленных людей. Например, вот за курение в запрещенных местах для правдоподобия он менял марки сигарет. Ну, то есть он протоколы составлял, а таких людей не было, которые курили. И вообще людей там не было, он просто Иванов, Петров, Сидоров, но протоколы составили, разбираемся, показатели. Это для них показатель. Это для них вот раз и вот показатель. На полицию надежды никакой нет. Никакой. Абсолютно. На какую-то справедливость, что ты знаешь, что ты больной, тебе нельзя в эту армию, тоже нет никакой справедливости. Вот сегодня ДБР, ну это ГБР, Госбюро расследования, опубликовало сумасшедшие же вещи. Так, якщо подумати. Правоохоронними органами викрито корупційну схему військово-лікарській комісії. Голова ВЛК за сприяння посередника на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність та обмежену придатність до військової служби. Такі медичні висновки дозволяли військовозобов'язаним ухилятись від виконання конституційного обов'язку в умовах воєнного стану. Задокументовано понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди. Під час санкціонованих Ну, то есть, видите, он и документики принес, денежку оставил, еще и подошел и поцеловал. Вилучено понад 300 тисяч доларів США готівкою, а також значні суми у посередника. Досудове розслідування триває. Прокуратура послідовно... Смотрите, как он ее благодарит. Он несет ей доллары, он ей там ручки складывает, кланяется, она сидит, смотрите, в леопардовой юбке или что это такое. То есть нормальная такая движуха. Реагує на будь-які прояви корупції, що підривають обороноздатність держави. Да, конечно. Вот как она выглядит. Вот бабушка с деньгами. 390 тысяч долларов нашли у нее. 390. Зовут ее Куриш Валентина Анисимова. Она руководит ВЛК в Каменской, ну это Дзержинск, да, бывшей поликлинике Днепропетровской области. Нормально. Нормально. А чего не? Вот нашли при обыске. Обычная врачиха. Обычная. Это сумасшедшие обороты. Это сумасшедшая кормушка. Но мы же видим, что все-таки что-то будет предпринимать власть по этому поводу. Обязательно будет. Обязательно перейдут, например, в рекрутинг. Да? Об этом вот депутаты рассказывают. Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію і воєнний стан як окремий вид діяльності і життєдіяльності держави. То есть это же просто... Смотрите, он с этим умным видом, он думает, что он умные вещи говорит, этот депутат. Кукиш, он правду говорит. Это отдельный вид деятельности и вот вообще жизнедеятельности государства. А вот эти ТЦКшники, вот эти ВЛКшники, это продукт жизнедеятельности государства. Ми говорили перед тим, призначаючи міністра оборони Федорова, що потрібно змінити в самій мобілізації. Мобілізація в такому вигляді, якому вона зараз є, не дає бажаного результату. Насильна мобілізація в даному випадку має бути замінена рекрутингом і мотивована мобілізація. Молодим людям або людям призовного віку потрібно, мобілізуючи, чітко сказати, що держава дає. Яке грошове забезпечення, соціальний пакет, а не просто мобілізували, бо це твій конституційний обов'язок. Друге, ми маємо чітко
ухвалити закони, на який термін мобілізуються люди. Війна широкомасштабна триває 4 роки. Через те нам вступає фізична, психологічна і моральна втома. Людям треба чітко ці речі казати. Через те, продовжуючи цей особливий режим воєнного стану і загальну мобілізацію, ми говорили саме про це. Є велика надія, що новий міністр оборони, він зрештою це обіцяв з трибуни, він буде робити реальні реформи. Реформа ТЦК СП, військова реформа відходу від радянської моделі до сучасної війни, ну і, звичайно, військово-промисловий комплекс. Війна стає зовсім інша. Вона динамічна, більш технологічна, і це потрібно враховувати. Вот так вот. Сказал, как отрезал. И у всех сразу. Ух, крылья за спиной. Сейчас Федоров придет, сейчас все сейчас решится. Об этом, кстати, и Безуглая говорит. Правда, она вчера была что-то, когда министра назначали, как-то не очень в форме. Другий момент. Другий момент – це відносно загалом концепції мобілізації і шляху громадянина. Ми досі, крім термінів служби і ротації, ми досі не маємо відповідей. А який мій шлях? А чи не вкрадуть мене безпосередньо, коли після мобілізації відправлять в навчальний центр? Або коли я отримую Давление, наверное. попередню гарантію, що попаду в той чи інший підрозділ. Чому? І хто це має опрацювати? Це має опрацювати парламент разом з Кабінетом. Да. Все ее, конечно, захейтили. Она потом на следующий день отличилась, что была чуть ли там не единственная, да, кто слушал Шмыгаля. Мол, я говорила, она показала потом полное свое выступление. Мол, смотрите, да, там тяжело, но как бы там что-то... Но суть никто же не слушает. А суть слушать не надо. Все надеются на Федорова. Вот Федоров сейчас изменит подходы в мобилизации. Даже Бутусов. Вперше на посаду міністра оборони призначена людина, яка, треба відверто сказати, в армії має серед тих командирів, які займаються безпілотними технологіями і безпілотними літальними апаратами, серед більшості командирів, не можу сказати за всіх, користується повагою і має певні реальні заслуги і знання в сфері війни. І дійсно знання достатньо високого рівня. Раніше ми не бачили призначень компетентних людей на посади, як правило, призначаються люди, які взагалі не мають ніякої ваги, не мають ніяких знань, яких дуже легко збити просто, або які там одразу лапки виставляють і виконують будь-які команди смотрящих будь-кого. То есть, смотрите, Федоров оказался грамотный военный специалист. Где только служил, непонятно. Ну, грамотный. От него Бутусов ждет, что он не будет выполнять команды смотрящих. Ну, а кто за Федоровым будет смотрящий? Короче, рассыпается это. Доволен Бутусов. Скажу своє бачення стосовно того тепер, що буде робити, що може робити Федоров, які основні небезпеки. Перша небезпека. Цілі дуже глобальні, але є великі застереги. Застерега в чому? Міністр Федоров не є верховним головнокомандуючим України. Ай, слушай, такой хороший, какое классное назначение. Вообще, класс, Федорова назначили. Ну, там проблема, он же не верховный главнокомандувач України. І від нього не залежать всі повністю ті питання, про які він дуже влучно і точно висловився у своїй стратегії. В першу чергу, від чого залежить успіх, щоб саме те бачення, яке Федоров озвучив у своїй промові, саме це бачення почав слухати і зважати саме на слова Федорова Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Тому що саме від Зеленського, як Верховного головнокомандувача, який очолює ставку Верховного головнокомандувача, який слухає доповіді, визначає завдання, залежить, чи буде все це зроблено. Ризик великий в тому, що Федорову можуть просто заважати. А його призначення зараз пов'язано з тим, що нарешті був звільнений Андрій Єрмак. І я сподіваюся, що все ж таки Федорову не будуть струмляти палки в коліса, і він нормально зможе працювати без спротиву зсередини самої влади, який був у нього раніше. Великий виклик для Федорова – це стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Тому що Володимир Зеленський сказав, що Сирський залишається головнокомандувачем, і, безумовно, міністр буде змушений, повинен всі ці свої плани, стратегії узгоджувати на даний момент з Сирським. Без Сирського все це не працює взагалі. Тому
Ну так вот, Сырский теперь главное. Федоров настолько хорош, что Сырский уже мешает. Мають бути стосунки з Зеленським, з Офісом, з головнокомандувачем ЗСУ. Все це треба реалізувати на практиці. Потрібно постійно контролювати, давати оцінку, робити висновки з того, що відбувається. І реалізувати всі ці плани дуже складно. Ворог не дає часу нам для роздумів. Ворог наступає. І для нас великі ризики, що ворог намагається прорвати Оскольський рубіж на Харківщині і вийти, прорватися в Харківську область. Це серйозний виклик. Для нас виклик – це намагання ворога захопити Славянсько-Краматорську агломерацію. І ворог прагне цього всіма силами, наступає з усіх сторін. В 25 кілометрів вже фактично ворог від Слов'янська. Вони дуже близько підходять. І в Запоріжжя ми бачимо, фактично фронт в 20 кілометрах. То все це серйозні виклики. Чи можемо ми зупинити ворога? Так. Але всі ці рішення треба робити в умовах сильного тиску ворога. Часу для роздумів у Федорова нема. І Федоров, треба відмітити, потрапив в ситуацію, коли дуже важко. Його призначили не тоді, коли були найвищі очікування, не тоді, коли був великий мобілізаційний ресурс, не тоді, коли українська економіка і держава мали ще резерв, великий резерв стійкості і запаси. Федоров прийшов, коли ситуація просто критична, гостро критична. І виправляти ситуацію в таких умовах – це ухвалювати рішення, брати відповідальність на себе і не завжди робити популярні речі. В общем, очень большие ожидания от Федорова. Очень большие. По поводу, смотрите, по поводу там Бутусова можно по-разному относиться. Понятно, что Федоров это многие вот эти соросята, многие вот эти там эти кланы, они все очень, ну, которые, да, на прикормке были, они очень рады Федорову. И сейчас вот вы прослушали прям, ну, как, это прям классика. То есть хорошо, что назначили Федорова, но плохо, что он не верховный главнокомандующий, понимаете? И очень плохо, что сейчас в это время, самое тяжелое время, он обмолвился еще таким достаточно, ну, интересным наблюдением. Прорыв в Харьковскую область. Слушайте, а действительно что-то подобное есть. Товарищ министр обороны, группировка «Войск Запад» продолжает вести активные наступательные действия на всех 4 направлениях с общим фронтом более 320 километров. В декабре войсками группировки освобождено 6 населенных пунктов: Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Деброво. Более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению. В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас в режиме зачистки. Районы находятся под нашим контролем, но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил вот в декабре, в ноябре, в декабре месяце, успеха не принесла. Ну, понятно, там награждение. Смысл всего происходящего. А он заключается в том, что, ну, как бы там Россия заявляет, что контролирует Купянск, продолжает это делать. Ну, в общем, Бутусов как бы при всем своем флёре, он на самом деле, ну, как бы прав, что там все очень и очень непросто. Но остановит ли Федоров мобилизацию? При Сырском тут, похоже, не очень. І пакувати будуть, похоже, ще сильніше і далі. Але ж ви бачите, ми якось не можемо переконати всіх на світі жителів України в тому, що необхідно захищати. Я сьогодні ввечері, верніше, вчора ввечері стала свідком, на жаль, історії, коли от пакували, в прямому сенсі слова. От прям пакували. От він кричить, я нічого не зробив. Я підходжу, бо я в темряві не розібрала, що це відбувається, підійшла ближче, представилась, звісно, тому показала посвідчення журналіста, і я не побачила, що у чоловіків, які пакували, називаємо це так, які затримували порушника, шеврони поліції. Тільки коли я наблизилась до цих хлопців, я це побачила. Я спитала, що відбувається? Він порушник, у нього немає документів, які би йому забезпечили відтермінування від служби. Але проблема в тому, що ми не називаємо, напевно, речі своїми іменами. Його не пакують, він порушник закону. От це это не его пакуют. Он нарушитель закона. Я подошла, показала корочку, я журналист, а что происходит? Как-то я свидетель, что случилось. Он нарушитель закона. Я така думка. А як ви вважаєте, в чому тоді ми програємо цю інформаційну війну? Тому що ми ж показуємо воїнів, як ви живі, бороните, успішно бороните, відвоюєте, тобто хтось же це робить? Дивіться, ну правда, мы вас живых показываем, вы ж воюете. Ты ж живой, ты ж военный. Зараз в інформаційному полі
море повідомлень, що той боєць відсидів там 90 днів на позиції, той там 120. А чому так 471. Да. А Є чому факт. так відбувається? От люди просто, ці, які втікають, вони не розуміють, що вони підставляють такого ж самого бійця, свого побратима. Убегаешь, подставляешь побратима. Вот это нормальная тема. И его не пакуют, ты же нарушитель. Ты просто нарушитель. Есть такой мем, там называется «Полтавский поли», «Полтавский поджигатель». Ну вот, например. Значит, Цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна. Ну, і вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим позвонив в пожарну, ну і казав, що щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Ну, а для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. вот так вот. Так вот этот человек, это разлетелось на мемы, ну, с оторванной кукухой, понятное дело, да, понятно. Он стал, конечно, этот ролик, конечно, был, ну, популярен очень сильно. Так он тоже в ВСУ. Ви спросите, куди Палій пропав, а нікуди він не пропав. Я пішов добровільно служити в лави ЗСУ. Поки ще вчення нема, прийму присягу і буду вчитися воювати проти, ну ви поняли кого. Коротше, що, дракончики? Дракончики. Добровільно пішов воювати і буду мочити гадів палити, щоб вони бігали, сука, суєтились, питались руками потушити, а воно ще дужче було горіть. Всім удачі і слава Україні! Героям слава! Вот так вот. То есть, понимаете, в чем дело? Этот человек не является примером. Его от армии надо гнать и подальше. Но нам говорят, что он элита, а ты ухилянт. Вот без глаза старший брат Мустафы Наема так и говорит, что ему даже жаль этих ухилянтов. На жаль, я надто емпатійна людина, тому що я думаю про них, думаю, ну, вибачте, зараз захотіть мене, але мені жалко, тому що я не знаю, як вони будуть жити. Ну, тобто вони живуть, вони житимуть в цій країні, дай Боже, ми не програємо, житимуть в цій країні, відчуватимуть себе, вони себе будуть відчувати другим сортом. Ну, бо тому що вони цього не зробили. Їм буде завжди стидно. Найгірше, що їм, ну, або не буде стидно, не знаю, як в них з цим. Але я впевнений, що почуття провини не завжди буде. І це дуже важко, чесно кажучи, мені було б набагато легше жити без одного ока, ніж з постійним почуттям провини, що ось той тіп пішов воювати, молодець. Якби я теж міг піти, я не пішов, знайшов тисячу причин, в які я сам, чесно кажучи, не вірю. Це як? Я думаю, що вони насправді, ті, хто каже, там, нехай діди депутатів підуть, і що там, вони самі не вірять в ці речі. Я впевнений, що вони в складні часи, коли там сидять на кухні, набухаються зі своїми друзями, потім всі виходять з кімнати, і ця людина сидить, я розумію, що вона зустрічається з жахом, тому що, ну, якби, по-чесному, це дуже, я вибачаюся на сексиста, але це дуже така чоловіча історія, воювати. І жінки теж роблять неймовірно класно. Але, ну, по суті, це чоловіча історія, в тому сенсі, що ми, скоріше за це, притаманні до війни. І ти в цей момент не пішов, я не знаю, вибачаюся, мене питання, як ти... Ну, типу, як тобі з цим... Я не знаю, мені їх жалко, мені... Жалко их, ну это ж мужская история. То есть, вот этот вот Полий полтавский, вот это мужик, а ты ухилянт. Тебя жалко. Ты вот это вот, ты... Ну, если такой британский пример привести, ты вот как находка в отеле Ritz в Лондоне. Ну, так. Третий день не могут поймать, он там уже прижился. Мышь серая, ты даже не мужчина. Кто ты такой? А люди, ну, видят, что это как бы не заканчивается все. Люди понимают, что это, ну, действительно, ну, беда. Крутят, силой тянут. И не от хорошей жизни всякие придурки загребают, а для статистики. А люди не хотят быть статистикой. Люди не хотят в эти морозы, вот нам говорит же Корчинский, вот ваша жизнь важнее, чем там наша. То есть жизнь в тылу человека,
не так важна, как вот этого призванного Полия. А как на передовой? Да плохо на передовой. Пытаешься согреться в посадке, в траншее. Тебя сразу находят, тепловизором вычисляют и лупят. Пехота ненавидит зиму. В основному там отак лінія складається з викопаних там посадки, чи там, де можна маскувати цю позицію там, от в таких місцевостях. І боєць не може обігріти цю споруду свою. Чому? Тому що тепло зразу моніториться всіма засобами виявлення, дрони тепловізійні, інші прилади тепловізійні. І якщо тепло, відповідно, значить там обігрівається, значить там є люди. І ми так, до речі, знищили не один ворожий бліндаж, і не засікли знищили не один десяток ворогів, які там не витримали, почали обігріватися і так далі. Але тим не менше, коли на вулиці там серйозний мінус, людина має це робити або суперскритно, або отак. Це щодо першочергового впливу на піхоту. Зима – найважчий період для піхотинців. Зима – самый тяжелый период для пехотинца, безусловно. И в тылу плохо зимой, и на передовой зимой плохо. В тылу, вот, например, после удара в Харькове по логистике Новой почте, человек получил посылку, а там дырка. Он говорит, сигаретой прожгли, еще что-то. Не, она потом присмотрелась, а там у нее осколок. Вот такое еще бывает напоминание об этой войне. И на передовой, и в тылу. Все про войну. Все про войну. Но то, что сейчас происходит в Украине, очень и очень быстро отрабатывают и разрабатывают другие. Вот полигон китайской армии. Вот так. То есть они ползут, бросают дрончик, ты должен увернуться, его подстрелить. Увернуться от дрона. Стрелять по дрону. То есть все, весь передовой опыт. Как не попасть на тепловизор со своим тем или иным, какой, не знаю, свечкой окопной, чтобы как-то чем-то греться. Китайцы учатся, а украинцы приторговывают опытом и дронами, кстати, тоже. Вот опять Госбюро расследований. 549 дронов нашли у человека, военного, да, со взрывчаткой, на секундочку, на продажу, на секундочку, денежки, то есть он и торговал. Вот вам скиды, вот этот человечек, все нормально. У него еще есть там арсенал, целое оружие, денежки. Все очень в серую работает. 7 лет тюрьмы ему светит за то, что он такой арсенал собрал, да, и еще им торговал. И мы понимаем, что эти дроны, они не в армию идут, а куда-то в другое место идут. И после войны ждет очень много интересных, скажем так, криминальных разборок с использованием тех или иных видов вооружения, на которых сейчас там китайцы учатся. А что оно не доходит до фронта? Потому что есть спрос на это, и кому-то он в другое место их продает. Кто-то накапливает, использует, отправляет там, не знаю, в другие страны. Это все есть, это просто все как бы скрыто. Это как бы за 7 печатями. Ровно так же, как за 7 печатями и высвечивается, вот знаете, когда что-то такое тайное, о чем не говорят часто, берут на солнце, выставляют, направляют на него еще под солнцем, еще и луч какой-нибудь фонарика. И это все так искривленно смотрится. Как это? Золкин перебазировался в студию, но дело его живет. Репортаж из места содержания пленных. Вы представьте, вот почти 3 года в этом лагере. Сколько уже приезжало корреспондентов? Так. У меня уже на вас выработался иммунитет просто.
Угу. То есть вы уже, ну, я привык, что обезьянка... Подобається, що він говорить? Нет, просто иммунитет как-то неожиданно. Понимаете? Як завернув, да? Я как обезьянка в зоопарке, у которой иммунитет. А вы приехали, ну, ваша работа, вы выполняйте, пожалуйста, нет ошибок. Мне в любом случае придется здесь стоять и под камерой иметь. Знаєте, я думаю, що вас дуже гризе, що вас не повертають, дуже гризе, що ви тут, що ви віддали свою молодість, своє здоров'я. Временами грызет, да, согласен, когда спать ложишься, допустим, вечером. Прям всякое, весь бред в голову лезет. Что страшного? Ваша молодість може тут пройти повністю, ви можете тут померти. То есть это к нему пришло... Обычно зачем это делается? Ну, давайте так, чтобы показать там условия содержания, да, или о том, что, смотрите, все там цивилизовано, смотри, вот они там, чем они заняты, эти пленные, они там крутят мебель вот эту вот плетеную, то есть работают, у них есть какой-то быт, это тоже в этом есть ролики, это все понятно, но тут сначала непонятно, потому что это все разошлось на вырезки, и тут же какой посыл? Смотри, вроде как 3 года сидит в плену, а какой он, типа, наглый какой. А потом, когда немножко разбираешься, а оказывается, это из Донецка человек. Оказывается, он в Киеве учился. А журналистка его говорит, у тебя грызет, у тебя там... А у него нет вот этих всех чувств, которые ему приписывают. Значит, такая она судьба. Значит, так не суждено. Ну, значит, тебе крякнут в плену. Ну, ничего страшного. Все хорошо. А вдруг повезет? Представьте, я приезжаю домой, мне хоп там за ранение выплатили 3 ляма, хоп там пересчитали мне зарплату. А що ви думаєте, що вас взагалі як героя будуть зустрічати? Чого ви не думаєте, що вас, я не знаю, як скотину десь заб'ють, десь посадять, десь як зрадника засудять? А за что? Я никому не изменял. За что? Я в плен не сдавался, меня в плен взяли. Так. В бою. Ще таке інтерв'ю даєте, да, де Вот. в груди себе б'єте? Второе. Я никого нигде не вламывал, не сдавал. А только я даже ничего не знал, я рядовой. С меня спросить нечего. Все. Что мне? Ну, ничего даже не предъявят. А если попытается, это не получится. Что мне не предъявят? Ничего. С меня спросить нечего, я рядовой. Я даже не командир отделения, я рядовой простой. Мне безразлично. Приехал с плена, поехал домой, все хорошо. Так и ваши тоже приедут, все будет четко. Так цікаво, у вас очі блищать, світяться і в надії такі вони. Глаза, говорит, светятся. Что ж ты у тебя глаза светятся? Что ж ты с какой-то ж ты надеждой? 3 года сидишь, не меняют тебя еще. А он говорит, что все будет нормально. Ничего страшного. Воюют. Ну как? Ну так бывает. Точно, потому что скоро поедем домой. Как скоро? Наверное. Может быть. Слухайте, ну я вам бажаю довгих днів, розкаяння, мук. От я не знаю, що вам ще побажати, звісно. Раскаяние и мук она ему желает. Пришла к нему брать интервью, я так просто напомню. Ей там очень многие отказывали, там она подходила, а некоторые отказывались, говорить, но этот не отказался. А вам счастья, здоровья, и чтобы все у вас было хорошо. Обов'язково. Золотые слова. Підтримуєте? Да. Аминь. Я его поддерживаю. Аминь. Он вам пожелал самого наилучшего. Да? Да. И он это вам сказал от чистого сердца. Я вірю. Я думаю, що ви не брехали. Я думаю, що ви зі мною щиро говорили, до речі. Совершенно верно. Я більше ніж впевнена, що тут багато хто бреше, чеше, от, знаєте, таких історій, якісь там для журналістів. Оце. А тому що, чого вам бути щирим? Вам треба, щоб вас обміняли. Це ваша задача і, мабуть, єдина мотивація говорити з журналістами, щоб вас там батьки побачили, правда, що ви там... Это не помогает, хоть говори, хоть не говори. Вам та не знать, 3 роки тут сидіти, правда? Ну, это не помогает, хоть говори, хоть не говори. А вам передачі, до речі, передають? Не пишуть вам не листи, нічого? Письма приходят. А чого передачі не передають? Я откуда знаю. Ну, в общем, она его так крутила, вертела, там это как бы история. Знаете, на самом деле она говорит, что мои дети там будут ненавидеть ваших детей и так далее. Он ей отвечает, что еще и на заработки поедете, там, Украина и в Россию, и россияне будут ездить в Украину, еще это все перемелется, как так, ненависть, поколение. Он говорит, да ну, это все как бы вот Франция, Германия воевали, после Второй мировой, после Великой Отечественной, ничего страшного. Все это как бы, все можно уладить. Сам из Донецка учился в Киеве, то есть это такая очень важная деталь, что это как бы, ну, поэтому он ее понимает хорошо, то есть, ну, все ясно. И она растерялась от того, что у нее там глаза горят, то, что жить хочется, понимаете? Жить хочется.
И ты всегда теряешься вокруг тех людей, которые хотят жить. Этой бабушке, которая под одеялами 3 с собачкой, она уже старенькая, но ей жить хочется. И это, наверное, самое важное. Это самое важное. Вот людям хочется жить, и они уезжают. Ну, подъехала статистика, что 470 тысяч мужчин легально уехали из Украины за время войны и не вернулись. Пограничные службы сообщают разных стран. 70 тысяч пересекли границу нелегально, по всей видимости, это без учета Беларуси. 187 в Польшу, 1227 в Румынию, 112 в Молдову. Со Словакии единственная положительная динамика. Вернулись на 61 тысяча человек больше, чем уехали. Ну, короче, нам говорят, какие миллионы? Нет, всего-навсего, что там, 70 тысяч нелегалов. Люди бегут, они хотят жить. Люди хотят, жить свою жизнь. Такую, какая она есть. Люди хотят что-то бесшабашного. Люди хотят учиться. Вот, например, выходит рейтинг, вот тоже так интересно, публикует Униан рейтинг университетов. Значит, в топ-10 8 университетов китайских. Это глобальный рейтинг, лейденский. Значит, эксперты говорят, что этот сдвиг, один Гарвард только на 3-м месте, американский, и там на 10-м Торонто университет. Эксперты говорят, что это вот Китай просто возрождается в высшем образовании, растет, американские вузы сталкиваются с проблемами. Шэньцзянский университет теперь 1-е место в рейтинге занимает, шанхайский второе место. Причем интересно, что рейтинг публикуется с 3-летней задержкой, охватывает период с 20 по 23 год. То есть, представьте, как 26-й. Ни один из украинских вузов в рейтинг не попал, а этот рейтинг охватывает 10 тысяч учебных заведений в мире. Где-то в 3-й сотне из 10 тысяч, в 3-й сотне появляются российские вузы. Это так, чтобы понять. А мы вот смеемся, мы лучшие на планете, зашитые в этот украинский глобус. Мир надо смотреть на мир. На мир смотреть. Дурачиться надо. Вот, пожалуйста, да, то есть... в московском, я имею в виду, что надо дурачиться, да, с юмором. Но юмор, например, в московском метро не оценили. Там выбежал человек в ластах, начал танцевать, он с колонкой. Люди как-то, видите, не особо им понравилось это все действо. Танец в ластах. В общем, 4 дня ареста. Да, и штраф впаяют за вот этот пранк, то, что он устроил. Но люди хотят жить. Они хотят метро, они хотят передвигаться, перемещаться, учиться чему-то. Развиваться. Сегодня сообщили, что Сэм Альтман, который искусственный интеллект, это ChatGPT, OpenAI компания, он разрабатывает интерфейс, называется этот интерфейс мозг-компьютер. Ему дали $250 миллионов для того, чтобы мышки и клавиатуры заменить. То есть цель — обеспечить некую бесшовную связь между мозгом человека и искусственным интеллектом, чтобы максимально раскрыть человеческие способности. То есть, сначала продукты для медицинского применения, а потом для более широкой публики. Похожий проекту нейролинка у Маска. Смысл какой? Чтобы ты смотрел условно в монитор и управлял там силой мысли, какими-то другими вещами, импульсами. То есть мир идет вперед, развивается. В Китае в том же, где вот такой уровень образования, там уже даже нет вот этих блогеров традиционных на стримах, которые презентуют товар. То есть, смотрите, создали модель, поставили на экранчик, мониторчик перевернутый, поставили рядышком телефон и снимают эту модель искусственного интеллекта, которая что-то готовит.
На всех языках мира. Оно рассказывает про продукт, про продукты. Там рядышком кто-то на рыбалке, искусственный интеллект. И это все запускают в стримы, в социальные сети. И вот так это вот до этого дошло. А мы где? С героем мема я ходил, поджигал квартиры, звонил в пожарку придуркам, да, жизнь которого ценнее, чем жизнь ухилянта, которого жалко. То есть это же взгляд в какое-то будущее. И вот об этом будущем надо думать. И к нему надо стремиться. Но будущего в войне не будет. Нам Федорова как мессию показывают. Сейчас будет цифровая эпоха, сейчас роботы начнут воевать, еще кто-то начнет воевать. Нет. Дождемся все-таки вот этого орешника, который третий должен быть. Ну и, собственно, и все. Да. Ну, по поводу Корчинского, значит, есть это из свежих новостей, его свежая публикация, вот она приходит. Значит, в воскресенье, 18 числа, там есть военный, который собирает на Майдан против ТЦК людей. Да? И вот пишет Корчинский об этом событии. В воскресенье, 18 числа, ФСБ попробует организовать в Киеве, на Майдане и в других городах Украины акции против ТЦК. Для оккупантов противодействие мобилизации в Украине есть самым важным ударом по нашей, даже важнее, чем удары по энергетике. Значит, призывы выходить на акции против ТЦК через телеграм-каналы распространяются. Эти каналы модерируются ФСБ. Значит, телефонные звонки, фальшивые ветераны, активисты обращаются. Каждый, кто поддастся на вражескую агитацию или будет ей помогать, будет наказан. И вот это еще. Пильнуйте. Ну, типа, пильнуйте, будьте бдительны, понимаете? Так, ну а что ж там у нас, собственно, с Трампом? Ну, он закрытую встречу с Такером Карлсоном провел. Значит, несколько фотографий опубликовали, да. Также там с Такером Рубио вместе, Сьюзи Уайлз, это глава аппарата. Кирилл Дмитриев призвал Европу слушать папочку и прекратить продвигать в СМИ тему сопротивления возможной операции США в Гренландии. Ну, троллит Дмитриев, понятное дело. Ну, Трамп это понятно, Трамп это еще тот, как бы, товарищ. Значит, но вот уже эти инсайдеры публикуют, что похоже обстрел будет не сегодня. На данный момент ситуация спокойная, стратегическая авиация без активности, дронов пустили немного, однако остается предупреждение по баллистике и орешнику. Несколько дней готовятся к новому удару россияне. По состоянию на сейчас нет признаков, что будет он этой ночью. Значит, сегодня поспим, если угроза будет, предупредим, пишут они. Да, друзья, ну вот так. Собственно, завершим мы сегодняшний шум. Всем большое спасибо за то, что присоединились, за то, что, несмотря на поздний вечер, все равно мы вместе, и все равно вы пишете, все равно вы интересуетесь. Так, спасибо, что поддерживаете. Ну, обратите внимание на обращение, его вырезали, наложили фон, фиктивное видео, походу остальные все, почему только сейчас заметил. Обращение чье? Это давненько уже было. Зеленского, наверное, да, о Зеленском идет речь. Спасибо большое за поддержку. Да, сегодня какая-то странная картинка была у Зеленского, я обратил внимание. Очень странная картинка. Значит... Так, ну, в общем, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. К чему приведет черная зима? 5% к похабному миру, 28% к еще большей катастрофе, 33% ни на что не повлияет, просто людей жаль. Ну и 34% придет черная весна. Да, сейчас на самом деле черные времена. Побольше шума, Александр, спасибо большое, пока всем спать, кто-то пишет, да, время позднее, действительно, спасибо, Александр, нормально пошумели, да, действительно, значит,
Покажите. Грустно сегодня было. Так а чему радоваться? Ну, как бы поводов для радости нет. Весна приведет к весне. Ну да. Значит, Александр из Калифорнии, Сакраменто. О, Сакраменто, Сакраменто. Господин Алекс Шелес, если бы не война, я клянусь, мне все равно, как живут украинцы, но я никогда не ожидал, что люди могут так ненавидеть друг друга, даже зная их. Да, 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 да. Так, значит, вопрос был да, вот от Мирослава. Здравствуйте. Это в Колобок, куда мы катимся. У меня родственник живет в Киеве. У него с квартиры ТЭЦ-5 видно как на ладони. Он говорил, мол, ТЭЦ-5 целая, никаких прилетов туда нет, но у них уже 5 суток нет света. Я из Закарпатья пишу. У нас в плане света в Украине всегда было лучше, нежели в других областях, но в последнее время электричество дают там тоже по 3 часа в сутки. В связи с этим вопрос, для чего эта война украинцам и россиянам? Для анти-НАТО? Так это же мечта НАТО, чтобы Россия и Украина терзали друг друга, ослабляя силы самих же себя. По свету много вопросов у людей есть. Обстрела нет, обстрелы есть, они реальные. Но как она распределяется, эта энергия, кто сидит и почему сейчас запускают эту историю? Смотрите, что они делают. Они же не делают ничего. Ну или, по крайней мере, по восстановлению. Ничего же нет вот этих. Никто не говорит о запчастях для трансформаторов, для таких-то. Никто не говорит о каких-то таких, ну, профессиональных решениях. А вот мы там прикрутим наружную рекламу, гирляндочки, освещенница. Никто об этом не говорит. Наоборот, всех загнали в жуткие графики, а там есть, оказывается, есть же линии, которые можно запитать. Но в то же время вы признаете отопление электрическое, дома с таким отоплением, как критическую инфраструктуру, то есть на них свет есть. То есть их отключать не будут. Получается странная история. Если ты можешь управлять вот этим сегментом, то в целом, как выглядит твое управление, может, это вообще спланированный этап этой войны для того, чтобы закошмарить народ, чтобы те уже плюнули, согласились на все и быстренько выйти из этой войны, но там, выторговав 800 миллиардов, например, на восстановление. Или вот это, как они сейчас, процветание. Ты, елки, какое нахрен процветание? Они сейчас употребляют это слово всерьез. Процветание Украины после войны. Ну, просто какой-то нонсенс. Надо лет 25-30 раны зализывать, и плюс-минус это чтобы деньги были на это, чтобы долги простили, чтобы плюс-минус хоть как-то экономику наладить, какие-то секторы там новые, какие-то, не знаю, промышленность, хотя бы там логистику, транспорт, ту же энергетику. Хотя, в принципе, мне писали вопрос в прямом эфире сегодня, и вы знаете, ну, я так, правда, задумался. Налоговая отчетность, как-то прикинули, сколько пенсионеров работающих, сколько платят налог. Как-то так украинцев что-то немного. Так вот, если посчитать в целом, осталось. Как-то совсем не 28, не 30 миллионов, там, как пишут, не 20 даже, а гораздо-гораздо меньше уже украинцев в Украине по налоговой. Поэтому это такая очень интересная тема. Вполне себе. Так, значит... так, на Лубянке не спят. Ха-ха-ха, смешно. Капитализм — это лихва, тырочка. Ага. Саша не в Украине. Он там под санкциями. Зеле в России, где он никогда не был, он агент. Саша, да, это да. І там, скажімо так, не в чисті. Олександр, привіт. Не буду розтягати питання. Спитаю коротко. Зеленському залишилося 1-2-3 місяці. Ваша думка? Я думаю, да. Я думаю, да. Они готовят транзит, переход. Смотрите, почему вот этот 2-3 месяца, 2-3 недели, почему? Они быстро должны организовать выборы, и провести, ну, в общем, у руля Украины будет кто-то другой. Ну, то есть не Зеленский. Зеленский уйдет под гарантии. Пока думается так. Вряд ли он пойдет сам. Хотя некоторые там эксперты и люди разные говорят, что нет, он сам пойдет, они там придумают. Ну вот смотрите, света нет, какая ДИА, какие электронные голосования. Ну, то есть все прекрасно понимают.
Насколько будет легитимно, ровно настолько, насколько там признает Запад. Ну и, наверное, Россия, да, гласно или негласно. Вот сейчас же я не просто так вам показал Скотта Риттера, не для пропаганды. Он же какой комментарий дает? Атаковали резиденцию, его назвали главарем режима, значит, за ним будет охота. Нет, никто не охотится, поезда ездят, гости приезжают. И это не... Смотрите, Зеленский выходит и говорит, у нас по состоянию на вчера не было ракет ПВО. Сегодня пришел транш, и ракеты появились. Это его слова. А гости ехали когда? Вчера, позавчера. То есть они ехали, получается, в Киев, к Зеленскому, где нет ПВО, ракет. Это точный договорняк, понимаете? Понятно, что Зеленский там прибрехать мог, конечно, но вообще это, конечно, точный договорняк. И он, похоже, еще пока в силе по поводу этого. Поэтому тут задача, видимо, Зеленский должен организовать транзит власти. И поэтому новая команда вот это тоже в том числе и под транзит некий. Но Зеленского будут менять. Он сам это понимает, все это понимают. Может упереться, конечно, там, но, судя по всему, вот эти торги, которые очень часто, ну, вдумайтесь сами, сколько раз встретились с российской стороной, сколько раз встретились с украинской. Ну, не знаю, там счет, пропорция 2:1. Они торгуются за выход, не за процветание Украины 800 миллиардов, а за, ну, как программу выхода. Вы же видите, что сейчас делает Зеленский? Он слово в слово повторяет британского министра иностранных дел. Не она за ним, а он ее повторяет. Это британская ЦУ. Вашу Юлю Т. выпустят и через месяц отравят. Типа сама умерла. Грустно, факт. Ее уберут. Она много знает. Очевидно. Я не думаю, что она очень много знает, если честно. Нет, не факт. Это все, конечно, очень... А знает о чем? Просто что она... Вы имеете в виду, что она сейчас начнет под ударом развязанный язык? Ну, это кто-то сыграл эту тему. Кто-то Юлину карту сейчас сыграл. Например, там Снежана Егорова в эфире у меня сегодня говорила, что там чувствуется такой, как бы, комбинаторика чувствуется Коломойского. Он в такие игры любит играть. Не знаю, насчет Коломойский или нет, но кто-то явно сыграл эту историю. Причем в темную. Юля не в курсе. Зеленский даже не в курсе. Зеленский подумает, что это ж мне на руку, типа там вот конкурента политического. Но тут игра какая-то другая. Тут именно выбивание, мне кажется, парламента и наведение вот этого срача. Ведь нам же как говорили, почему нельзя проводить выборы? Помните? Было в прошлом году. Откроется у всех вентилятор и будут набрасывать на него все на свете. Всех рты поддувало пооткрываются и вот это польется все. Так вот сейчас это время. Выборов еще нет, они там только закон готовят, а уже сейчас это время настает. Уже сейчас люди недовольны Миндичами, люди недовольны, выходят против ТЦК на Майдан, Корчинский говорит, это ФСБшники, а уже не работает вот эта схема, ты ФСБшник. Нет, люди недовольны, все прекрасно понимают, вот сейчас фото, видео, фиксируют номера, показывают, вот этот показывал в каком-то шуме ТЦКшник, который, Тернополь, по-моему, который там бил людей и снимал вот это вот селфи с ними, типа стримил, ну или там блогом забивал этим видео. Его наказали, отправили типа на передовую, ну так нам рассказали, понимаете? То есть его одного точечно, потому что он слишком перешел эту черту. Люди начинают понимать, что они что-то могут, они собираются вместе, да, их пшихают газом, да, но они мстят. Во Львове уже расстреливают бусы ТЦК. То есть это уже начинается движение. Плюс политический срач, плюс коррупционный. И я думаю, что... Ну, давайте честно. $4000 Юлия Тимошенко это так. Это просто... Это именно... Она это восприняла как... Это как вот... Это даже не пощечина. Это так бы это плюнуть. Ну, как бы оскорбить и плюнуть в нее. А она утрется, отмоется и будет бить по щекам за это. Потому что это люди другого уровня, другого... Ну, давайте так. Ну, вот представляете, к Зеленскому пришли и нашли у него $4000, которые он якобы взял от... Ну, не знаю, от кого. Кислица пришел устраивать своего там
ребенка в канцелярию офиса президента, например, да, и тут и дает ему... Это вообще мелочи, это очень мелкая история. А тут депутаты подставные, то есть, ну, вы понимаете, это специально, это шпилька, которую ткнули Тимошенко и ткнули, чтобы она заорала. И вот она начала орать про фашистский режим, про борьбу, про врагов Украины, про то, что Украине осталось через 5 лет, ее не будет. То есть это специально все сделано. Так, 40 тысяч, не 4 тысячи, 40 тысяч, да, извините, да, оговорился. 4 пачки имеется в виду, 4 по десятке, да, 40 тысяч. Да, 4 умножить на 10. Ой, Саша, великий оптимист. А как еще тут жить? Вот там 40 миллиардов, 40 миллионов, да-да-да. Так, Саша, меня Юля любые интересует. Интересно, почему образование отсутствовало всеобщее, и люди разучились думать. Потому что люди хотели карнавала. Ну, смотрите, тяжелые 90-е, выход из них тяжелый, нечестные правила игры, там, олигархи, бандиты во власти, вот это все, нарожали этих детей, вот это поколение, которое сейчас. И они хотели праздника, и был период празднеств, крутых шоу, ярких концертов, юмористических, еще каких-то. А потом он резко оборвался, и вот смотрели, помните, перед Новым годом все видели, что там американцы, еще кто-то Януковича слушали. А некоторые мои знакомые смотрели концерт. Я вот только не помню, 21 год, ну, 22-й наступал. Там было много разных концертов, и канал Ахметова сделал на Софиевской площади сцену под открытым небом, и внутри там 2 сцены, там какая-то студия, короче, типа «Огонек», Софиевская площадь, и там половина была песен на русском, половина на украинском, артисты все вот это. И это было вот как раз-таки, кто мог подумать, что через 1,5 месяца вот это все начнется, да? И ничего, нормально пели, и украинские артисты по-русски, и разные. И вот я знаю людей, которые включили в этом году вот тот «Огонек». Я посчитаю, что это очень символично. Ну, то есть, знаете, как вроде вот годы вот эти вырвали, и вполне вероятно, что, может быть, следующий будет нормальный какой-то огонек, и нормальный, ну, в мирной, нормальной стране будут шутить, смеяться, веселиться, радоваться. Там с языком не будет вопросов. Может, это все-таки нам как бы галопом вот это год лошади и принесет. Всем привет из Файфеля. Да, вот столько церквей в Москве. Браво, да. Так, добрый день, Александр. Да, спасибо большое, друзья. Всем доброй ночи. Уже перешагнули мы по украинскому часовому поясу в следующие сутки. Я очень благодарен всем за то, что не забыли поставить лайк, за то, что этим вечером мы сегодня вместе. Не будет такого, Саша, пишут, не будет. Я не раввин, конечно, но я вам хочу сказать, ну, подождите, ну, все возможно. Ну, кто вообще думал, вот вы думали, что Трамп пойдет Гренландию захватывать? Думали? Вы говорите, так это невозможно. Как это, в принципе, что придет Америка и скажет, отдай Гренландию? Или, например, что Америка возьмет, украдет Мадуро и скажет, все, Венесуэла, теперь мы тут у тебя. Ну, это как, знаете, в древности выходят 2 таких царя. Один другого убивает, и тот прибирает к рукам его царство, да, его земли. То есть это же не может быть. Поэтому всегда есть вероятность, не отбрасывайте ее. Вероятность быстрого ухода Зеленского, быстрого окончания войны. Быстро всегда можно. Причем, мне кажется, что в России сейчас тоже на низком старте по поводу этой дипломатии. Ну, они готовы. Европу ж никто не послал. Вы же заметьте, Россия не послала Европу. Хотя могла.
имела полное моральное, ну, если мы там с точки зрения политики по-зеленски рассуждаем, моральное право имела так вообще. Нет, она сказала, будем говорить, давайте. На достаточном уровне отношений. То есть, как мы посчитаем, вот такой уровень отношений у нас и будет. Потому что это вы к нам пришли. Россия добилась, что к ней пришли. К ней ползут. Британия, шибко гордая дама. Видите, как сейчас... Но это быстро все разрешится. Быстро разрешится. Ну, дай бог, чтобы, конечно, без орешников, без каких-то еще там по территории Украины, потому что понятно, что по Европе никто бить не будет. Пока, да. Посмотрим, как там с Балтикой случится, с теневыми, не теневыми, как бы, рейсами кораблей. Но, тем не менее. Спасибо всем большое. Хороших выходных. Добра и света. Хорошо пошумели.